Алабха, друзья, я смотрю тут, как это, самый дисциплинированный, пораньше. Даша, привет, Игания. И Алабха. Алабха вам. Алабха, Антон и вся семья. Алабха. Да, спасибо. Мы там с Шахнамом договорились встретиться. А кто такой Золоту? Галина Золотухина. Ага. А откуда вы, Галина? Кадыжинска. Ага, здорово. Отлично, хорошо. Так, вот Саша подключился. С вами слушать. Да, это то еще удовольствие. Как это... Витя Толкаченко говорил, что... Я говорю, какую тему возьмем для дискуссии? Да, говорит, любую, лишь бы про Бахаулу. Сейчас подождем Шахнама, он должен зайти. Даша, ты как? У тебя там все хорошо? Ну, я понимаю, что все хорошо не бывает, но так, более-менее, да? Так, сейчас. Вчера было 80 человек, вот. Да, 80. Ага. Ну, и я так подумал, ну вот если это только начало, а сейчас народ сейчас подтянется. Надо как-то подумать, может там есть такой... Вот на Шахнаме было, по-моему, человек 500, я помню. Да. 2000. А, вот, 2000, да, это когда я был 500, а вообще Даша крыша было 2000. Ну. Так что нам очень большое, как это сказать, честь. Ну, я так и сказал, он говорит, ну, какую тему? Там написал список тем. Я говорю, ну, у нас там некоторые есть. Это какие у вас есть? И я там 13 тем, да, по-моему. Он так удивился, говорю, да, это вот благодаря Даше. Так, сейчас я ему напишу, чтобы он... Ой, у меня, кажется, звук включен. Каждый со своим переводчиком. Ну. Вообще. Здорово. Так. Сейчас мы напишем ему. А я попутал, он мне сказал с 16 до 18. А у меня в голове, это же немецкое время, он по своему времени. Но я уже там перевел на 17:00. А все равно умудрился написать в объявлении с 4. Еще и всем же сказал, вы там не перепутайте. Он сам перепутал, а всех предупредил. Бывает. Ну, короче, С научной точки зрения, любой это самый промах, это плюс. Опыт. Это да. Значит, еще в связи с этим, еще какие-то люди дополнительно узнали, которые, которым пришлось дополнительно же всех извещать о том, что время изменилось и так далее. Соответственно, появились это. Угу. Так, вот он мне написал, по-моему. Вчера так быстро время пролетело вообще, особенно перерыв. У нас есть тут функция переводчика, да, этого симультанного? Ой, не надо. Почему? Я даже не знаю. Ты можешь его симультанно переводить? Могу и хочу, потому что он не умеет так останавливаться и делать паузы, чтобы я перевела. Плюс это займет 2 раза больше времени.
Ну а как это вот сделать? На Zoom есть функция такая, я не знала, что у вас нету этого. Я думала, что я буду симультанно переводить, я сейчас вижу, что кнопочки нету, и все, прям все планы рухнули. Но я ж помнишь, ты сказал, что лучше мы будем, он такие глубокие вещи говорит, что лучше мы будем потихоньку. А он так не умеет, у него идет такой поток. Но я ему сказал, что перевод будет последовательный. Ты ему сказал? Хорошо. Да, ладненько. да, я ему сказал. Мгм. Да, я говорю, что перевод будет последовательный, симультанный. Вот Володи нету, надо, может, Володю подключить и спросить, где этот симультанный. Ну, это, наверное, я так понимаю, В настройках Zoom. в настройках Zoom. Это он, получается. Да, это получается до того, как... эту настройку нужно добавить до того, как создается ссылка на встречу. Угу. То есть, у вас же платный аккаунт, да, безлимитный? Нет, у нас 100 человек лимит. Так, да. все равно это платный. Да. Так там есть этот, Сейчас я ему напишу. Как правильно? Add Zoom или мы в Zoom? On Zoom. Видишь как? On Zoom. Вот, я такая пришла тут в другую бахайскую квартиру, а здесь девочка забыла пароль от интернета, и мне пришлось с ее ноутбука подключиться. Поэтому здесь такая камера очень странная, я не могу ее повернуть нормально. Под нормальным Нормально углом, выглядит, чтобы... да, все хорошо. Да. Да, спасибо. Тут нам... Сейчас мы... Такое техническое время у нас 15 минут есть. Так, вот уже 9 участников. Ну все, можно начинать. 9 человек. Прекрасное число для начала. Даша, а ты не знаешь его какой-то, как с ним связаться? Только мессенджер у меня. А, есть, да? А напиши ему, пожалуйста, что мы его ждем уже, потому что я... А, вот он пишет, что он в сети. Окей. Сейчас в сети. Но я вот не знаю, как увидел он, не увидел. А, вот, просмотрено, ну все. Всем друзьям дорогие приветы. Здравствуйте. Аллах. Ой, знакомый голос. А кто это? Стандарт. А кто это спросил? Антон. А Антон, привет, это Агата и Михаил. А, Агата. О, я думаю, что это знакомый, да более знакомый голос. Что говорит? Знакомый голос. Да более. Беркомт, штандарт. Шахнам Алаабха. Аллах Апасия. Allah, dear friends. Sorry for being late. No, you're not late. Great to see you. Thank you so much for the invitation. We are waiting. Oh, thank you very much for admitting and accepting our. My pleasure, sir. Yeah. Yesterday we had the discussion, and it was about the history about Baha'i faith, and we told people that today you are going to present the topic about the station of Abdul-Baha, right? Yes. Mm-hmm. So, and everybody was excited, and we just are waiting to. We unfortunately we have only 100 people who can fit into this Zoom. Yes, very good. So we have this very good. We have this limit.
Yeah, I mean, if you need for the next days a bigger link or something like this, I can give you one link of ours. That would be no problem. oh, okay. And how many people can fit 500, there? I think. Yeah. Oh, 500. Oh my God. Yeah. If you need Anton, if you need a link from tomorrow on or something like this, if it's not too spontaneous to tell the friends to come with another link, I can give you access to an account. Yeah. Oh, we will see. So you see, it depends on how many people are going to enter. And sometimes when it's too many people, it's kind of like it's hard to imagine how many people, if it's like over 100, people think, oh my God, I'm so small, I'm not that important, So when I ask people to ask questions, they kind of feel shy and so on. Yes, I see. You see, the same thing I was feeling like I was going to ask you a question about, but I thought, oh my God, there's like 500 people, maybe I say something wrong but then you have said, friends, we have to be brave. We have when teaching the faith, we should not be afraid of anything. And then I thought, well, he was saying about not being afraid, and I'm afraid to asking questions. You see, so we can hear you very well. Okay, and that sounds good. Yeah. For 5 minutes, I would ask you a few questions about you. Okay. And if you want to think about in advance, I can tell you right now. Or it's okay. Yeah, you can just ask when you think the time is right. I just wanted to know, is Dia Daria is the translator, right? Yes. Yes, correct. she's here. Alapa, Daria, beloved sister, nice to see you again. Nice to see you as well. Do you need short sentences, or is it okay if this is I don't know, like if a concept is shared and you paraphrase it, and not necessarily word for word, or do you want to have a shorter sequences? What is more comfortable for you? Please feel free to do it the way which is comfortable for you. I will manage. So nice of you. Thank you. Because I think like sometimes it's also in a deepening, maybe not absolutely necessary to translate it word for word, but if you like got the concept, it's okay. I think like if you paraphrase it a way that the friends can like somehow handle it and understand it. Yeah. Okay, it's good to know that. It was very funny when you asked me, what topic would you like me to speak? And you named like 3 of them. And I thought, oh my God, every topic is very interesting, and it's hard to choose one, So it's better, not to have this this chance to choose, because like one of my friend, he died of COVID, unfortunately, and he said we also asked him. I asked him, what topic would you like to speak about at the Zoom meeting? He said, oh, any topic. If you talk about Baha'u'llah, well, any topic would be okay. Wonderful. God bless his soul. Yeah, but someone with such a mindset, I'm pretty sure, is very, very, very blessed. Yeah. Very, very, very nice to hear that. Okay, so it's 17:00, and we can start. And it's interesting how people, how the Baha'is think about, to be on time, to be punctual. And what do you think about this quality of the Baha'is to be punctual? Is it very important or not, or it's like in the middle, like in the middle way? What do you think to be punctual for Baha'is? Is it important quality for Baha'is? What do you think? That's a very nice question. Actually, in a world where people are
not less and less committed to things, not just like being punctual, but also like for being committed in an activity, in a project, in plannings, because like this society becomes, the acceleration gets quicker and quicker. Of course, punctuality exemplified by a Baha'is, I think like would be very, very important, especially if we remember the story of Shoghi Effendi from once told from Dr. Yunus Afruddin, 9 years in Akka, and once in the Priceless Pearl. Do we need already a translation? Yes. Oh, sorry. Dasha is ready. Да-да. Антон задал вопрос, что Шахнам думает о таком качестве для Бахаи, как пунктуальность, важно ли оно? И Шахнам начал говорить, что в этом мире, где люди все менее и менее склонны брать на себя обязательства в проектах по обучению, в разных планах, особенно когда жизнь ускоряется, если мы вспомним также историю о Шоге Эфенди из 9 лет в Акке, и еще он назвал какие-то источники, потом спросили, нужен ли перевод. Yeah, thank you. Shoghi Effendi was telling Ruya Khanum and also Dr. Yunus Afruddin, remembering the story when he was a witness of that always in the mornings, the children of the Holy Family household, they had a devotional meeting with the Master, with His Holiness Abdul-Baha in his house. And once Shoghi Effendi said himself like he was not very strictly on time by second. And Abdul-Baha was not very content with, in his loving way, in his very, very kind and loving way, he was expressing that he was not very content about that. And Shoghi Effendi said from the next day on, he was always absolute punctual. And not because like for the sake of time, but for the sake of making the Master content with this very quality he wanted to see in us as Baha'is. Шогhi Эфенди рассказывал такую историю, что каждое утро святая семья, дети в святой семье приходили на молитвенную встречу, входили в присутствие Абдул-Баха. И однажды был такой день, когда Шогhi Эфенди не успел именно ко времени, секунда в секунду, немножечко опоздал, и Абдул-Баха был им недоволен, но выразил свое недовольство в очень такой любящей, заботливой и доброй манере, но Шогhi Эфенди вспоминает, что это произвело на него такое впечатление, что со следующего дня он всегда старался быть вовремя, и не ради того, чтобы быть вовремя как самоцель, а ради того, чтобы заслужить довольство, как бы чтобы Абдул-Баха был им доволен. Хорошо, спасибо, Шахнам, очень ценное замечание. Ну что, друзья, мы тогда начинаем, мы просто говорили, вот как бы, насколько вот для Бахи важно быть пунктуальным, и я так подумал, да, что если мы, например, здесь, на этой земле, говорим, ну, там кто-то назначил нам время, и мы говорим, ну ничего, подождет чуть-чуть, да, то когда мы вот умираем, да, и ну, как бы готовы войти в рай, и нам Бог говорит, ну, как бы подожди чуть-чуть, да, но если учитывая, что там время – это бесконечность, то подожди чуть-чуть, наверное, будет несколько десятилетий, поэтому лучше, конечно, быть вовремя. Yeah. Anton thanked Shahram and shared his insights that the way we usually say to someone with whom we made an appointment that, oh, it's no problem, he or she can wait for a while, but if the same will be told to us after we die and God will tell us, oh, please wait for a while, of course there is no time and space there, but probably this for a while can long for thousands of years. Yes. Anton has a very sharp mystic understanding. Yeah, that's very true what he says. But I think, like, friends, this concept of time is a huge topic, actually. But there's one or two other sentences I just wanted to share quickly because this question came up, if it's possible. But yeah. Концепция времени – это очень обширная концепция, но есть лишь пару предложений, которыми я хотела бы с вами поделиться. And one is that actually, if you look into the life of the beloved guardian of Shoghi Effendi, there's so many amazing standards that he set for us in his life and amazing qualities he had. Of course, as the sign of God on earth, how he is named in the Will and Testament. But one aspect that we sometimes underestimate if we take Shoghi Effendi as an example for us, there's so many things that we can never reach taking him as an example. But one thing that is very interesting and looking into it is that Shoghi Effendi was a master of time. He mastered the art of making the best use of time. This is a huge topic, needs an own summer school for itself. I just leave it by that. But he was a master of time. This is very amazing concept.
Шоги Эфенди, если мы подумаем о его жизни и о его примере, он, конечно, как знак Бога на земле, он поставил для нас, бахаи, очень высокий стандарт, и есть так много его качеств, которых мы никогда не сможем в себе развить и которых не сможем достигнуть. Но одно из самых удивительных и порой недооцененных его качеств — это то, что он был властелином времени. Он был он мастерски владел этим искусством тайм-менеджмента. And the other thing, last point I wanted to mention about this concept of time, which is, as I said, is an unfathomable concept and topic. But another point would be this: there is another side to every virtue that we should not forget. It's, for example, someone has to be punctual. We made clear, Anton made clear that this is a very, very, very noble human quality. But there's another side to that. What if someone is not punctual? Does that give me the right to give him hard feelings? So this is something we also should question. Of course, we should do our best to be punctual, but if someone could not be punctual, this gives us in no way a right to break someone's heart. And this is even more important than the other one, to be punctual and meet our expectations. Можно посмотреть на это и с другой точки зрения. Как Антон правильно заметил, пунктуальность — это очень важное и благородное человеческое качество. Но что нам делать, если кто-то не пунктуален? Дает ли нам это право сердиться на него? Так вот, если кто-то не пунктуальный, это не дает нам ни малейшего права сердиться на него или быть с ним, недружелюбно, невежливо с ним разговаривать. И это может быть даже еще более важное качество, чем быть пунктуальным. У нас рука. Давайте, друзья, вот вопрос немножко попозже, у нас будет там перерыв. Шахнам, я хотел вам задать вопрос, на который обычно лекторы, они как бы не говорят о себе, да, но это очень интересно, очень важно. У меня к вам будет один вопрос. Что заставляет вас углубляться в вере, но не просто углубляться, а очень глубоко углубляться, но просто настолько в такие глубины проникать? Какое чувство? То есть этому можно научиться, вот этому желанию очень глубоко проникать в Писание? Спасибо. Anton has a question to Шахнам. Of course, there are speakers who don't like to talk about themselves, but however, Anton has a question. Шахнам, what makes you to deepen into the faith, like to go to the deepest depths, the profound depths of this knowledge, and how can we learn to have the same desire to deep ourselves into the concepts of our beloved That's faith? actually a lovely question that we all should address ourselves with, because no one of us really reached the deepest, profoundest depths of the faith. Of course, obviously no one did that. Except for the mystery of God, who is His Holiness Abdul-Baha and the Guardian. But friends, this is a very important question. Again, this is a topic for a summer school. But to make it short, friends, first of all, there is a very nice compilation of the research department of the Universal Laws of Justice from 1982. It's called The Importance of Deepening the Faith. Yeah, there we find some very good quotes of the center figures and the Guardian that are a motivating trigger for deepening ourselves. And one point is very important to mention. For me, this one point is it was actually enough. That we have to understand, we have to get a feeling how great and greater the Baha'i faith and the station of Baha'u'llah is than we thought. And the attraction to the greatness of Baha'u'llah's station, believe me, friends, is a trigger for service, for sacrifice, and for spending every second of your day with deepening the faith, doing something for the faith or about the faith. This is actually the core of the Baha'i faith. The station of the central figures, the greatness of them. This is like the sun attracting the planets around them. This earth is circumambulating the sun because of the greatness of the sun and the attraction emanating from the sun. And so this is actually Baha'u'llah for us. This is Abdul-Baha for us, the Bab for us. And if we understand a little bit about the greatness of these central figures, we will by our own be triggered, motivated, moved on to get to know the faith better and better and to serve more befittingly.
Это на самом деле замечательный вопрос, который каждый из нас должен задать себе. И, конечно, мы никогда не достигнем такого глубокого, прям глубочайшего понимания веры, как об этом говорит Антон. Никто из нас на это был способен, только Абдул-Баха, тайна Божия. Но для Шахнама здесь есть один момент, один пункт, который более чем достаточен для него, который служит мотивацией для углубления в веру. Это осознание величие откровения Бахаулы и величие положения центральных фигур Абдул-Баха, Баба, Бахаулы. И лишь одно это может стать как бы триггером, таким пусковым моментом для нас, для нашего служения, для нашего самопожертвования, для нашего изучения. И также есть замечательная компиляция Всемирного дома справедливости, отдела исследований Всемирного дома справедливости от 1982 года. Там есть компиляция цитат, которая называется «О важности углубления в веру». И там есть множество цитат из Писаний центральных фигур нашей веры, которые тоже могут нас вдохновить, как бы исследовать для себя этот вопрос. Но да, величие откровения Бахаулы и положение центральных фигур — это для нас положение центральных фигур, это как Солнце, да, вокруг которого вращаются планеты, и такими планетами есть для нас Баб, Бахаула, Абдул-Баха, Солнцем, который притягивает эти планеты. Sorry, Спасибо. just one side note to that. Sorry. The point is, friends, it's a privilege, but it is at the same time also a duty of a Baha'i, of a believer of His Holiness Baha'u'llah, to try to get as well as possible to know who Baha'u'llah was. I don't mean like his identity was Hossein Ali Nuri from Iran or something like this, and he was like one messenger amongst messengers for this time, but I mean like really trying to grasp what his unique role and his unique station in the history of the divine plan was. And this is a privilege. This is the most beautiful thing about being a Baha'i. And friends, don't forget, this is also a duty as a Baha'i. Шахнам сказал, что у него есть еще один комментарий, что это одновременно и привилегия, и долг всякого Бахаи пытаться действительно понять, объять положение Бахаулы, то, кем был Бахаула, не просто как его физическая суть, что его звали Мирза Хусейн Али Нури и так далее, не только что он был одним из богоявлений и одним из посланников Бога для нашей эпохи, но действительно глубоко понять его положение. Это самое прекрасное в том, чтобы быть Бахаи, но также это самая прекрасная привилегия, но также и наш величайший долг узнать Бахаулу. Да, давайте. Аня очень долго держит руку. Наверное, что-то очень важно. Да, пожалуйста, Аня. Спасибо. Просто сказала вот этот великий участник. Я так подозреваю, что офигенный менеджер. Настолько он все вообще рассылает. Просто он действительно работает как менеджер, именно как менеджер, который продает. В общем, что-то он продает. Этот товарищ, который продает, в общем, он на самом деле не очень сильно, не знаю, меня он сильно не затронул. Извините меня, пожалуйста, я не совсем люблю менеджеров. Дело в том, что на самом деле Спасибо, Аня. Извините, пожалуйста. я не считаю. Ну что, давайте продолжим. Шахнам, we can start the lecture. Wonderful. Do we start with a prayer or like? Yes. And wonderful. Can you pray for us? The friends Please. are going to listen to my voice so much today. Maybe Yes, someone we else wanted should, like, get the Okay, honor. okay. But thank you very much for offering to me. Хорошо, друзья, тогда одну молитву и тогда начнем. Угу. Валлах, издали мехрибани, гусурим чо
وملی مغروریم yo günehkarım بدکردارم غمگینم به تمکینم بیچاره‌ام آواره‌ام گرفتارم ستمکارم سنگ یوریسن sen saburisan sen kaşif-i zulami decurisan ilahi fazleyle lütfeyle keremeyle rahmetinle muamele eyle gönülleri şad eyle canları azad eyle ihsanımızı dad eyle Abdul-Baha Abba. Спасибо. Thank you. Шахнам? Yes, thank you very much. So once again, Alapa, beloved brothers and sisters in spirit, it's great to see you all, friends, today. And I wanted to start by thanking from the bottom of my heart, really a heartfelt gratitude to the Assembly of Belarus that made it possible for me to have the chance to see the Russian-speaking friends who have a very, very special place in the history of the faith. Yeah, it's a great privilege for me to be amongst you friends today. И снова Аллах, возлюбленные братья и сестры по духу. И я действительно очень рад вас всех видеть и хочу от глубины души, реально из глубины моего сердца поблагодарить Национальное духовное собрание Беларуси за этот шанс видеть русскоговорящих друзей и видеть всех вас. Действительно очень рад. Yeah, the friends have to be aware. They already know, but it's for me a privilege to mention that if I'm allowed to be a speaker amongst the Russian-speaking brothers and sisters, that the Russian community has, or the Russian-speaking community worldwide has a very, very, very special mission in the history of the faith, in the future of the faith, and in that sense, it's an honor for me. It's a great honor to be amongst the friends today. Thank you very much for the invitation. И, друзья, должны помнить, возможно, вы это знаете, что русскоговорящая община занимает очень особенное положение и будет играть очень особенную роль в истории нашей веры и в развитии общины Бахаи. Так что спасибо вам большое еще раз, для меня это большая честь. And I wanted to remember beloved friend Helmut Winkelbach, who's known to all of you as a Knight of Baha'u'llah in Belarus, a great hero, also an example for the friends in Germany. And it's a great honor to have him with us in the session today as well. И я также хотела упомянуть Хельмута Винкельбаха, которого вы все знаете как рыцаря Бахаулы для Беларуси, и также хорошо известного нам здесь в Германии, и хорошо известного всем вам, и который сегодня находится с нами здесь. So the topic that was suggested today was to speak about the station of His Holiness Abdul-Baha and to conclude from there what responsibilities we as believers in the very current plan have. Yeah. Темой для сегодняшней беседы было поговорить о положении Абдул-Баха и перейти к заключению, какое последствие это имеет для нас, как для Бахаи, какие обязательства это на нас налагает. Beloved friends, it is impossible to really deeply speak about the station of His Holiness the Master without trying to cover a little bit of the station and the greatness and the claim of His Holiness Baha'u'llah. Дорогие друзья, невозможно полностью охватить и поговорить о положении Его Святости Учителя без того, чтобы не исследовать, не углубиться чуть подробнее в притязание, положение и величие Его Святости Бахаулы. Because why, friends? Because Abdul-Baha is an emanation, is a billowing wave of the ocean of Baha'u'llah. He's Baha'u'llah's most great handiwork, how His Holiness Baha'u'llah himself testifies
in the Surat al-Ghusn, which is the tablet of the branch. So we have to speak inevitably about the station of His Holiness Baha'u'llah in order to come to a conclusion. Who was this mystery of God? И нам, так, что там было в начале? Что невозможно говорить о положении Абдул-Баха, не говоря о положении Бахаулы, поскольку Абдул-Баха был эманацией, как бы волной, которая проистекла из океана Бахаулы, наиболее совершенным творением, шедевром Бахаулы, как он сам описывает Абдул-Баха, и нам невозможно, не коснувшись положения Бахаулы, поговорить и прийти к выводу о том, кем был Абдул-Баха, тайна Божия. Beloved friends, to make it very short, this is a huge topic and a magnet topic, but to make it short, for us as Baha'is, we do not believe that the transcendent absolute essence of God is the creator of the universe, out of two reasons that His Holiness the Bab is mentioning in his writings. That would cover a lot of volumes to go into that in depth, but to mention two reasons for that, the Bab says, because first of all, that would mean that there is in cause and action, there would be in eternity a direct link between the creator and the creation, which would mean, in the same sense, the creator at some pre-existence moment had partaking on our imperfections, or we as creation were partaking on God's absolute perfection. That would minimize God on a level with creation, so He can't be, by direct causation, the cause of the universe. This is something very difficult, first of all, to understand, but we just should keep that in mind for the rest of our explanations here. Друзья, чтобы быть кратким, я лишь упомяну, что есть очень одна важная концепция, которая на самом деле происходит из писаний Баба. Это о том, что сущность Бога трансцендентна, она бесконечна, и что никоим образом невозможна непосредственная связь между этой трансцендентно непознаваемой сущностью Бога и творением, потому что это бы значило, что или Бог в какой-то момент берет как бы часть от нашего несовершенства, или мы как бы напрямую получаем от абсолютно совершенной сущности Бога, что в свою очередь принижало бы как бы Творца до состояния, до положения творения, а это невозможно. Это то, о чем, друзьям, очень важно помнить. The second reason goes back to a paradox from the Islam mystic, which we don't cover now in detail, but which the Bab answers, and it was going like this. It said, like, if God was always the part, like having all his qualities, because having not a quality at the very time or a moment, God wouldn't be perfect, so He necessarily had to have all the qualities at the same time, at the same moment, the same existential moment. And if He had all qualities, then He necessarily had to be creator at all time. So creator is only creator if there is an act of creation. So for example, someone who's like for example, a carpenter is always only a carpenter, for example, or craftsman, if there is at the same time like something that he by his gifts and talents is in the act of creating. So in that sense, there was a paradoxism at which said, like, if God is a creator from all time, immemorial, then creation necessarily had to be immemorial with God at the same existential moment. So that would uplift creation to the same pre-existence of God, which is actually, from our understanding as Baha'is, religious understanding in general, not right. So there is this philosophical oxymoron, paradoxon, if we tend to say that God was the creator of the universe. Возникает такой философский оксюморон или парадокс, и есть тоже такой парадокс в исламе, мистический парадокс, именно проблема сосуществования Творца и творения. Мы не можем назвать Бога создателем Вселенной в том смысле, что мы, как Бахаи, не можем поставить творение на одно
на ту же ступень, что и Творца, потому что тогда бы это принижало Бога. Но как бы если считать, что Бог, да, это немножко сложная концепция, если считать, что Бог как совершенство всегда и во все времена обладает всеми своими качествами, а Создатель — это одно из его качеств, потому что потому что если бы у него не было хотя бы одного из своих качеств, он не был тогда с Богом, не был бы совершенством. Но если у него есть качество Создатель, то он не может быть Создателем без творения, он не может быть Творцом без творения. И если это так, то это бы значило, что творение также с незапамятных времен существовало бы наравне с Богом. И опять же, с нашей точки зрения, как Бахаи, это принижает Творца до создания творения, и это невозможно с этой точки зрения, довольно сложно назвать Богом, Создателем Вселенной. To give you another example, a short one to just recapitulate it. It is if God has knowledge, is the knowledge one. So there has to always have to be something that God had knowledge about. If there is nothing about which God could have knowledge, so he knew nothing. So if he was having knowledge from time immemorial, and this quality is not to be separated from his essence, then there must be always an object of knowledge to have knowledge about. So this is actually the paradox in short, yeah. Еще один пример такого парадокса, например, такое качество, как знание. Да, знание принадлежит Богу, Бог обладает таким качеством, как знание. Но если Бог обладает этим качеством, то должно быть всегда что-то, о чем у Бога есть это знание, то есть какой-то объект. И точно так же, если знание — это качество Бога с незапамятных времен, то это значит, что из незапамятных времен должен существовать тот объект, о котором у Бога есть знание. So the Bab solves that, and also Abdul-Baha later in the Some Answer Questions, by explaining this. The misunderstanding of the philosophers and mystics was that they connected God with the realm of his attributes and made them identical. But the understanding that we have to have is this. Just to give you the short answer of Abdul-Baha, compromised answer that he gave, is this. He says like, we know like in everything that we see is expressing its qualities. For example, you say something is great, like for example a mountain, the universe. You say beauty, something is beautiful, and then you transmit that to a flower or to something else. So you see the qualities always need something to be projected on to have reality. If you are not projecting a quality on an essence, the quality itself is meaningless. So what is greatness if you don't project it on the universe, on the mountain, on something, yeah? So you see, so a priori, like before the quality is necessarily has to be an essence to which you project the quality on. If it's like that, you can't say God is his qualities, because God a priori is the cause of the qualities. It's necessary for the qualities to find meaning. And if it's like this, you can't say. So this is logically spoken, friends. To understand, there's something very challenging that I said at the beginning, that God is not the creator. So what does that mean? The logical answer to that is this. Because if you say God is creator, you are minimizing him to something that is in need of him. And what is that something? The quality of creating. The quality of creating is in itself an emanation of God. So God's essence cannot be his quality. That would be philosophically wrong, and would be also, from that point of view, blasphemous to the essence, spoken about the essence of God. Yeah. И как Баб отвечает нам на этот вопрос, как он разрешает эту проблему? Баб, а также позднее Абдул-Баха в ответах на некоторые вопросы. Он говорил, что они говорили, что ошибка философов и мистиков в том, что они путали Бога и его качества и атрибуты. Потому что мы можем познать Бога только по его качествам и атрибутам. А что такое качество и атрибуты? Это то, чем наделено все в мире творения. Но, например, для того, чтобы нам объяснить какое-то качество или понять его, или себе вообще как-то представить, нам всегда нужно иметь что-то, на что мы можем спроецировать это качество. Так, если мы говорим о величии, мы можем понять, что такое величие, только когда приписываем это величие чему-то. Так, например, там горы великие, океан велик и так далее. Или там красота. Мы не можем понять, что такое красота, если мы не скажем, что вот этот цветок красив, эта роза красива.
И точно так же с Богом. То есть наша ошибка в том, когда мы говорили о том, что Бог не создатель творения, то есть если мы говорим, что да, Бог — это создатель творения, то мы принижаем Бога до чего-то, что нуждается в нем для своего существования, то есть до его качеств. А в данном случае, в данном примере, до качества творения, то есть творческой силы, да. То есть Бог — это, то есть нам не нужно забывать, что за этими качествами стоит сущность, на которую мы проецируем эти качества. А что такое Бог? Бог на самом деле не является своими качествами и атрибутами, а Он есть источником, причиной этих атрибутов и качеств. А говорить, что Бог — это Его атрибуты и качества и имена, это было бы богохульством. So the Baha'i writings explain, I shorten like the explanation, but the Baha'i writings go on and say like that there is an intermediary between the transcendent absolute reality that we call God and the realm of names. And this intermediary is expressing itself to us in the world of reality, material reality, by that names and attributes. And that very intermediary, we call that in the Baha'i terminology, we call that the primal will, the first will of God, the primal will, the Mashiata Avaliya, which is in Arabic here. И в Писаниях Бахаи объясняется так, что между этой трансцендентной, непостижимой, непознаваемой сущностью Бога и царством имен есть еще посредник, который, с помощью этого посредника Бог становится доступным нам посредством того, что этот посредник являет нам его качества, имена и атрибуты. И в Писаниях Бахаи нам такой посредник известен под названием так называемой первичной воли. And now, friends, this very primal will is the one and absolute reality of all the manifestations of God. И, друзья, эта первичная воля — это единственная и абсолютная реальность всех богоявлений. And now, friends, this very one primal will, which is in all the manifestations of God, is also the reason why we say that all manifestations are actually one reality. Why are they one reality? Because in the sphere of the spirit, there is no time and space, as we clarified today at the beginning. So if there's no time and space, there's no quantity. There are no numbers. You can't say 1, 2, 3, 4, 5, and so on. So if there is no quantity, you can't say, of course, God is 100, but the same, you can't say God is 1. Numbers only exist in our realm of time and space. And in this realm of time and space, we say God is 1, or in that case, we would say the primal will is 1, which is for us God, because to express that it's absolute, something that is absolute in this our realm of quantity is expressed by the quality of singularity, by the quality of oneness. But the realm of spirit is free of time and space. There's no 1, there's no 100. So the primal will is an absolute reality. And because this primal will is one absolute reality, it's the reason that Christ, Muhammad, Baha'u'llah, the Bab, logically are one essence. И это первичная воля, которая есть не что иное, как реальность всех богоявлений. Также это причина, по которой мы говорим, что все богоявления едины. А почему? Потому что в мире духа, в мире свободном от пространства и времени, как мы сегодня уже говорили, там нет пространства и времени, и там нет количеств. Там нет единиц, сотен, тысяч. Там есть только одна абсолютная реальность. Поэтому, когда мы говорим, что Бог един для нас, да, как для Бахаи, и то же самое в данном случае, как мы говорим, что первичная воля едина, да, как бы в лице всех богоявлений, множество богоявлений, а первичная воля для нас — это и есть не что иное, как Бог, да, в этом мире имен и атрибутов, ограниченным пространством и временем. Мы этим хотим сказать, что та абсолютная реальность, в которой нету чисел, в нашем мире, в нашем царстве имен, в нашем материальном мире выражена посредством сингулярности, посредством единственности. Вот. И это также причина, почему мы говорим, что Христос, Мухаммад, Баб, Бахаулла, что та духовная реальность, которая стоит за ними, что она едина, потому что там нету чисел. And now, beloved friends, this one primal will, this intermediary that we call manifestations of God, how they appear here on earth. Their reality is this primal will. This primal will is for us the creator of the universe, because the primal will is operating through the kingdom of names and attributes that we had necessarily had to separate from
the transcendent absolute essence, as I said at the beginning. I'm just saying that to summarize once again what we heard already. So this primal will is the creator of everything. And this primal will, okay, go on, translate till here, I'm sorry. Это первичная воля, которая является посредником между непостижимой трансцендентной сущностью Бога и нашим царством имен, в котором мы все живем, материальным миром, что эта первичная воля, она и есть в этом смысле создателем Вселенной для нас, для людей, поскольку она оперирует именно в сфере этого царства имен и атрибутов и качеств Бога, так? То есть и в то же время она отделена, она есть нечто иное, чем трансцендентная непостижимая сущность Бога. So this primal will has now, this is the explanations of the Bab from the Kitab Bayan, from His Holiness Baha'u'llah and the Kitab Iran. This primal will has two dimensions, two realities. И теперь, как следует из объяснений Баба в Китабе Баян и объяснений Бахаулы в Китабе Иган, первичная воля имеет два измерения. So one reality of the primal will is called, one aspect of its reality is divinity. The other one is servitude. Первый аспект первичной воли – это божественность, а второй аспект – это служение. So on the station of divinity, all the manifestations of God who are this primal will have both dimensions. And on the level of divinity, all of them are one. On the level of servitude, they appear in different garments, different missions, in different times, in this world of time and space, in a different form. И в этом смысле все богоявления наделены обоими этими аспектами, и божественностью, и служением. Что касается аспекта божественности, все богоявления в этом смысле едины, да, они являются как бы глашатаями одного Бога и являют как бы одну и ту же божественную абсолютную реальность, а в смысле аспекта служения все они отличаются друг от друга, они пришли в разном облачении, под разными именами, в разные исторические эпохи. So, and now, friends, all the manifestations are this primal will, which is for us human beings, God, the creator of, if we understand God as the creator, this is for us, the spirit, this one spirit of all the manifestations is for us the creator of the universe. But now, what is the difference between Baha'u'llah and the other manifestations of God? All manifestations, if they are this primal will, in the realm of free from time and space, they are all this one absolute reality. In this sphere of time and space, in this world where we live, where historicity exists, where there's change and alteration in the realm of time and space, there is, of course, a different degree of revelation to behold on this earth. And in that sense, Baha'u'llah's revelation is the greatest in human history. Why? Although in the world of spirit, they're all one. Because all the manifestations of the past appeared. This is very important, friends. This is important to understand for us as Baha'i, why the Baha'i faith is the greatest revelation. Because all the past prophets appeared in the station of the servitude of the primal will, but Baha'u'llah, His Holiness, is the first manifestation to appear on this realm on the level of the divinity of the primal will. For example, Christ called himself the Son and says the promised one will be the Father. Son and father is the same as servitude and divinity. Sonship is servitude. Fatherhood is divinity. But Christ himself says in John Gospel, chapter 1, verse 16 to 20, if you read, the Son is in the Father and the Father is in the Son. But whenever he's expressing his station to his believers, he says, like not metaphysical spoken, but in his mission, he says, I'm the Son. The Father comes in future. But if he's speaking about his transcendent metaphysical reality, he says Son and Father are one. So in the realm of spirit, primal will is one absolute reality. In this world, Christ appeared in humbleness in order to prepare mankind for the greatness of Baha'u'llah. В общем, почему, если мы тогда говорим, что положение божественности всех богоявлений это одно и то же самое, что оно у них у всех одинаково, почему тогда откровение Бахаулы это самое величайшее откровение в истории человечества? Потому что богоявление прошлого, да, положение божественности у всех одинаково, потому что оно принадлежит одной и той же абсолютной божественной реальности, но богоявления прошлого, они
все явились в этом мире, ограниченным пространством и временем, они явились в положении служения. А Бахаулла — это первое богоявление, которое явился в положении божественности, явил свою божественность человечеству. Так, например, Христос называл себя Сыном Божиим, да, и говорил, что тот обещанный, который придет, это Отец. Да, конечно, в Евангелии от Иоанна, Шахнам даже назвал там стих, но я не запомнила номер стиха, в Евангелии от Иоанна он говорит, что Отец в Отце, а Отец в Сыне, да, то есть когда Христос говорит о своей божественности, то как бы там они с Отцом едины, но когда он говорит о своем положении служения, то он говорит, что я Сын, а тот, кто придет, он Отец, то есть он свою сущность, он явился в своей скромности, в своей покорности, смиренности, чтобы подготовить нас к величию того, кто придет после него, к величию Бахауллы. So in the same sense, for example, the Prophet Muhammad reveals in the Quran that he's the messenger of God, and then we have verses innumerous in the Quran. But for example, Surah 13, verse 2, or the very famous throne verse from the Quran, chapter 2, verse 255, which says that be certain that a day comes where you will see or meet God from countenance to countenance. So you will see God on a specific promised day. И также и его святость Мухаммад тоже говорит, пишет в Коране, так, сура 13, стих 2, и также знаменитый стих, глава 2, стих 135, он говорит, что придет день, когда он называет себя посланником Бога, но пишет о том, что придет день, когда вы встретитесь с Богом лицом к лицу. So, and Baha'u'llah's claim is nothing else than to be that very revelation of the divine countenance on earth that was foretold in the past religions. So this is the reason why from, for example, Adam till Muhammad, we speak of the prophetic cycle, the Adamic cycle or prophetic cycle. And with the coming of the Bab and Baha'u'llah, we speak about the cycle of fulfillment, which means what? Means actually this, that different manifestations of God appeared with the title prophet. Prophet, you know, from the Nevin in Hebrew or Nabi in Arabic, means someone who sees something before others see it or hears something before others hear it. So they knew before and prepared mankind for the coming of God on earth. And this is the Bab's and Baha'u'llah's claim. And this is the reason why this dispensation is necessarily to be regarded as the most great revelation in the history of the divine plan. И притязание Бахауллы — не что иное, как притязание, чтобы быть именно тем, о пришествии которого говорится как о дне Бога, когда мы встретимся с Богом лицом к лицу, потому что, как мы знаем, все пророки от Адама до Мухаммада, они носили титул пророк или невин в еврейском, в иврите, или наби по-арабски, что означало дословно того, кто видит до того, как это увидят другие, и, как бы предскажет будущее, услышит до того, как это услышат другие. А уже поэтому мы называем этот цикл пророков пророческий цикл от Адама до Мухаммада, а вслед за ним наступает цикл свершений, и именно Баб и Бахаулла называют себя уже принадлежащими к этому новому циклу. И вот почему это законоцарствие самое великое законоцарствие, самое великое откровение в истории человечества. But friends, one point we should not forget. If we also say in the end that Baha'u'llah for us is what we call as human beings God, this is not the end of a station. Baha'u'llah's station is beyond that, because in the end, finally, don't forget that, friends, that God is a word that you and me use with our understanding, which has a pre-understanding notion of what it means when it utters the word God, and everything which comes from our mind and our reason, which is bound to time and space, can never go beyond that very limits of time and space and beyond the concept of terminologies. And God in itself, God, the word itself, is a terminology. So Baha'u'llah is the source of all attributes, the source of all terminologies, concept, and so on. So in that sense, no word is doing his station justice. So don't be challenged to hear Baha'u'llah as God, because his true station is beyond that even. So in that sense, we just have to understand that when he speaks of God, this is what Baha'u'llah says himself. It is not in order to praise himself, but he makes it very clear in the epistle to the Son of the Wolf that he speaks about divinity and godship in order to elevate
in this age the station of human beings. In that sense, that in the past, this is very interesting, because in the past, God was like, there was this notion that God is one sphere, humanity another sphere, and the manifestations are randomly chosen by God for a divine purpose, but they're human beings. Now with the coming of Baha'u'llah, we understand the transcendent absolute realities beyond everything that we could mention. The manifestations of God are for us the source of everything, and their station is also beyond our understanding. And now it gets very interesting. In the Gleanings, first chapter, Baha'u'llah reveals, whatever we ordered you to praise and glorify God is only a sign of our token for you, in order for you to being elevated to your own true hidden station, the station of knowing yourself. So finally, and ultimately speaking about God means in the end, getting an access to your own human reality. Что ж, если мы говорим о том, что первичная воля для нас — это, по сути, Бог, и что Бахаулла есть явитель первичной воли для нас, то мы можем в этом смысле сказать, что Бахаулла — это Бог, и пусть такая концепция не станет вызовом для нас, потому что положение Бахауллы простирается даже за пределы этого понимания. Дело в том, что Бог — это лишь слово, которое придумали люди, которые ограничены культурой, языком, возможностями нашего ума, а наш ум, в свою очередь, ограничен пространством и временем. Как бы то, что такое Бог, действительно, значение этого простирается за пределы пространства и времени. Мы никогда не сможем этого понять. То есть Бог — это просто термин, который мы используем для описания того, что мы пытаемся описать, но Бахаулла выступает для нас как источник всех имен, всех атрибутов и всех возможных терминологий. Поэтому пусть это не станет вызовом для нас. И как бы наше законоцарствие еще отличается тем, что вот раньше как бы был Бог, были его посланники, то есть посланники были каким-то случайным образом выбранные среди людей, да, какие-то избранные индивидуумы, но теперь для нас есть Бог как та абсолютная трансцендентная реальность, которую мы не можем ни познать, ни описать. Богоявления также обладают положением, которое мы полностью не способны постичь, но тем не менее они посланы к нам в наш мир, ограниченный пространством и временем, чтобы дать нам знания о Боге. Но сейчас, что самое интересное, что и положение человека в данном законоцарстве, оно гораздо выше, чем то, что мы могли понять и описать в прошлой эпохе. Так, например, в послании к сыну Волка Бахаулла недвусмысленно пишет, что как бы все это понятие, концепция божественности, оно дано нам не для того, чтобы прославить Бахауллу, а скорее для того, чтобы прославить и возвысить положение нас самих, как людей. И также в первой части крупиц Бахаулла пишет нам, что все, что мы дали вам как средство для поклонения нам и прославления нас, есть не что иное, как знак нашей милости к вам, как инструмент, благодаря которому вы можете подняться до своего истинного положения, до положения, в котором вы познаете свое собственное «я». То есть все, что мы пытаемся понять и описать как Бога, говорит не столько о Боге, сколько в равной степени о потенциале, сокрытом в нас, как в людях. Why did I mention all of this, friends? What does that have to do with the station of His Holiness Abdul-Baha? Почему я упоминаю все это, друзья? Какое отношение имеет это к теме положения Абдул-Баха? Friends, we only know God by attributes. The sum of names and attributes, qualities is for us what we with our human understanding in time and space understand as God. Мы знаем Бога только по сумме имен, атрибутов и качеств, сумму которых мы, люди, понимаем как Бога. So if we can't say the attributes are God, then the attributes, as I said now with my last explanation, are, as Baha'u'llah explains, are meant to be given to us in order for us to understand who we are, not what God is. The qualities are meant for us, me, Daria, Anton, Mr. Helmut, to understand what we are created for. So this is the concept of the names and attributes and qualities.
То есть, если мы не можем сказать, что качества, имена и атрибуты являются Богом, то для чего они тогда нам даны? Эти имена, атрибуты и качества, знания о них дано нам, чтобы мы могли больше понять о себе самих, о том, кем являемся я, Дарья, Хельмут, Антон, чтобы больше понять даже не о Боге, а о нас самих. And now it's very interesting, friends. The link between our human reality here and the sphere of the names and attributes, the link, the connection, the connecting bridge between these two spheres, the qualities that you with which you address God and your limited human reality on this world, the connecting link is service and servitude. Now you might get an idea how this whole topic of God, Baha'u'llah's station, and our human responsibility and our human destiny is related to the person of Abdul-Baha, who exemplifies by his name, Abdul-Baha, the concept of service to the glory of God, to God's glory. И теперь дело в том, что связующим звеном между нашим миром людей, между нашим материальным миром и этим царством имен и атрибутов, благодаря которым мы можем познать Бога, таким связующим звеном между познаваемым и непознаваемым для нас, для людей, является служение. И из этого вы уже можете понять, как эта тема познания Бога связана с личностью и положением Абдул-Баха, который для нас является примером служения и олицетворением служения, и весь пример его жизни, и все его имя, как слуга Баха, слуга славы Божией, являются олицетворением служения. Just to give us a short example to understand all of this before we continue with the metaphysical discourse, it's only by service. What is service? Service is nothing else than to be the means for someone's physical, intellectual, or spiritual growth. So whenever you are doing something for your fellow human beings, you necessarily are adapting to your human character, attributes, divine attributes, qualities, what you know as virtues. And the more you have virtues in your own reality, and you can't really possibly work on them or craft them in your reality if you're not arising for doing something for someone else or for society or for the betterment of the world. But if you do so, you will reflect divine attributes in yourself, and the more you have of them, the more the divine reality of yours, the Godship in you, in yourself, is revealing itself. So service is, as the Bab says in the Kitab al-Bayan, servitude embraces manifold mysteries, but the mother mystery of servitude is divinity. То есть, что такое служение? Прежде чем углубиться в различные метафизические аспекты нашей сегодняшней беседы, служение — это не что иное, как когда ты становишься средством для чьего-то интеллектуального, физического или нравственного, духовного роста. То есть ты можешь, и в процессе служения другим ты неизбежно обретаешь эти божественные атрибуты, или, как мы говорим еще, добродетели. И чем больше таких добродетелей, ты не можешь развить в себе эти добродетели или как-то механически приобрести их в себе без того, чтобы действовать на благо других людей, на благо своей общины, общества, улучшения мира. И чем больше таких добродетелей ты обретаешь, тем более ты приближаешься к раскрытию своего божественного потенциала. И еще Баб писал, что главной тайной служения является и плодом служения является божественность. And now, friends, we have to keep that in mind. When all the manifestations of the past revealed themselves on the level of servitude in order to prophesize the greatness of the coming of Baha'u'llah, that he will appear as the Father, that he will be the appearance of God on earth, and all the past manifestations were hiding their divinity behind the garment of servitude. As I said, all of them are this primal will, but they appeared on the servitude level of primal will, were hiding the divinity of the primal will. Baha'u'llah is the first manifestation to appear on the level of divinity. Now, this is very interesting to keep in mind, friends. What happened to the level of servitude? Till this dispensation, Jesus, Muhammad, all the prophets of the past came on servitude, and divinity was transcendent into nether realm.
But now with Baha'u'llah, divinity appeared on earth and servitude became vacant and was given to Baha'u'llah's most great handiwork, which is Abdul-Baha. So Abdul-Baha is fulfilling the role of the servitude that the past manifestations of God were incorporated on this earth. Богоявления прошлого, они обладали этим атрибутом, как я уже сказала, служения, да, и что они как бы прятали свою божественность за покровами служения, пророчествуя о пришествии Бахаулы, как отце, пришествии отца, и то есть они сами пророчествовали среди своего народа, проповедовали, да, что же случилось с божественностью и служением во времена Бахаулы. Бахаулла, как я уже сказал, был первым богоявлением, который явил людям вот это положение божественности. А что же случилось с положением служения? А положение служения было отдано его самому прекрасному шедевру, и оно было отдано Абдул-Баха. То есть в это законоцарствие Абдул-Баха было отдан этот аспект служения, который в прошлом принадлежал самим богоявлениям. And now this is very interesting to keep in mind. In the past dispensations, for example, in the Bible, you read that in the letter of Paul, you also hear that in the Sunnah of Islam. They say, for example, that for the believers, the manifestation of God is an example. For the Muslims, Muhammad, the Prophet Muhammad, is the example of a believer. For the Christians, in the letter of Paul, as you read in the Bible, it says that Christ is your most noble example. But friends, we never, and this is not a small detail in our theology. This is something huge. We never say that His Holiness Baha'u'llah is our example. We say Abdul-Baha is our example. This is very interesting. So what in the past dispensations was embodied by the functionality of the past manifestations of God is embodied by the duties and the station of Abdul-Baha, and Baha'u'llah appeared as the divine Lord on the divine level, on the level of divine lordship on this earth. So servitude of the past manifestations laid in what? In what case was the servitude manifested by Muhammad, by Christ, by the past prophets? By what? All the prophets manifested servitude in that sense that they tried to prepare mankind for the greatness of Baha'u'llah's station. What the past manifestations did to be heralds, foretellers of the greatness and announcers of the greatness of Baha'u'llah was again exemplified by Abdul-Baha. В прошлом, в законоцарствиях прошлого, например, Мухаммад был примером для мусульман. И также христиане в христианстве, в письме Павла было написано, что нашим примером для подражания является Иисус Христос. Но так мы, например, никогда не говорим, что нашим примером для подражания является Бахаулла. То есть то, что в прошлом было функцией самих богоявлений Христа, Мухаммада, теперь это является как бы долгом и обязанностями и функциями Абдул-Баха. В каком же роде богоявления прошлого являли свое положение служения? А в том, что они готовили мир к пришествию Бахаулы, как бы пророчествуя о нем, как бы готовя мир к величию его откровения. So this is also the reason why, for example, in the tablet of the branch, Baha'u'llah is calling Abdul-Baha the living Baha'i revelation, because his essence, his reality is a testimony for the greatness of Baha'u'llah's creative act. Вот почему Бахаулла в скрижали ветви называет Абдул-Баха живым откровением Бахаи, потому что вся его жизнь — это живое свидетельство величию учения и откровения Бахауллы. To give you just a very easy, simple example of that, there were numerous Western observers, for example, Edward Brown, on others as well, who had the chance to meet the person of Abdul-Baha, and they said this,
if Baha'u'llah had no other sign for proving his mission, it would be enough that he raised and educated a son like Abdul-Baha. Были различные также люди, деятели, наблюдатели с Запада, например, Эдвард Гранвилл Браун, которые имели честь лично встретиться с Абдул-Баха. И случилось такое, что они говорили, что если бы Бахаулла не явил иного доказательства истинности своей миссии, то было бы достаточно лишь того доказательства, что он воспитал такого сына, как Абдул-Баха. You see, friends, for example, now for our argumentation with friends who are close to the faith, or for ourselves, yeah, it's very interesting to keep that example in mind. Abdul-Baha did not claim to be a divine revelator. He was a believer, a servant of Baha'u'llah. And he was able to bring forth such a depth of knowledge in something like some answered questions that is unreachable for a normal, usual common human being. So you see, an Abdul-Baha who is just claiming to be a believer of Baha'u'llah, if he was able to bring forth, to create something like some answered questions with such a depth of knowledge and wisdom that was not easily accessible to someone who was a prisoner for over 55 years, if he was able to bring forth something like this, who must Baha'u'llah be then? When Abdul-Baha was this. So friends, this can be turned in a very mighty argumentation. If you know the life of Abdul-Baha, his biography a little bit, then you can turn that into a very, very powerful argument for bringing someone closer to the faith in order to be certain that the source which he's confronted, if he's reading Abdul-Baha and Baha'u'llah, is divine in its origin. И как один из аргументов, например, в наших беседах с друзьями веры, кто чувствует, что очень близок к вере, можно привести такой пример, что так, например, Абдул-Баха никогда не притязал на то, чтобы быть богоявлением, посланником Божьим, да, божественным посланником, носителем нового откровения, но глубина и обширность его знаний, например, с которыми мы сталкиваемся, когда читаем ответы на некоторые вопросы, настолько ошарашивают, они настолько потрясающие, настолько глубокие, широки, что они просто недоступны для обычного смертного человека. Хотя Абдул-Баха в свою очередь заявляет, что он лишь последователь Бахаулы, лишь рядовой бахаи, лишь верующий. И вопрос, если Абдул-Баха обладает такой потрясающей глубиной знаний, которые мы находим в ответах на некоторые вопросы, кем тогда должен быть Бахаулла? Если Абдул-Баха как бы обладал этими знаниями, будучи пленником на протяжении большей части своей жизни, то есть сидя в стенах тюрьмы, то кем тогда должен быть Бахаулла? И если мы знакомы с жизнью Абдул-Баха, с его писаниями, хорошо с его биографией, то мы можем обратить это в очень мощный аргумент в наших беседах с кем-то, кто достаточно близок к вере, чтобы не оставить ему, этому ищущему, никаких сомнений в том, что источник, с которым он сталкивается, когда читает ответы на некоторые вопросы, вне сомнения божественный. So, beloved friends, now the topic station of Abdul-Baha is an endless topic, but we can somehow summarize the presence of the holy figure of Abdul-Baha by 5 categories. First of all, friends, he is the first believer of Baha'u'llah. This is one category that is very important if we want to speak about the significance of Abdul-Baha. He was the first believer of Baha'u'llah. Друзья, тема положения Абдул-Баха – это тема бесконечная, очень обширная, но мы можем, тем не менее, просуммировать ее как бы посредством перечисления 5 аспектов. И первый – то, что он был первым верующим Бахаи в откровении Бахаулы. Да, такой вот один аспект, что он был первым последователем Бахаулы. Sorry. And not that he's just the first believer. With his birth, the history, his birth falls on the birth of the history of the Baha'i faith. So it's the birth of Abdul-Baha as a person, as a holy figure in the religious history, is coherent to the birth of the Baha'i revelation by the declaration of the Bab. So this is again one thing that you have to keep in mind. I said
Baha'u'llah calls Abdul-Baha the living Baha'i revelation. We have revelation spoken in terms of the word, and then we have the embodied word of God, which is actually terminology from the Bible. John Gospel, the beginning, where it says, at the beginning there was the word was with God, God was the word, God, the word became flesh. This concept of a living word as the revelation, living revelation, and the written revelation is a concept that you find time and again in the Baha'i theology. So he is the first believer, and in addition to that, in that very first category, to signify Abdul-Baha's person, now I want to mention 5 categories. In this first category, he with his birth, the Baha'i revelation is also born by the declaration of the Bab on the 22nd, on 23rd of May, in the presence of Mullah Hussein. И не только Абдул-Баха первый последователь Бахаулы, как бы первый верующий в Бахаулу, но еще, что его рождение совпало во времени с рождением всего откровения Бахаи. Как мы знаем, что Абдул-Баха был рожден, как бы его день рождения, как человека, совпало с той самой ночью, когда была рождена как бы вера Бахаи, совпало с 23 мая, с декларацией Баба, и как, подобно тому, как Бахаулла называет Абдул-Баха живущим откровением Бахаи, у нас также есть как бы устное, изреченное откровение, то есть реченное слово, да, и у нас есть как бы воплощение этого слова. Так мы читаем, например, в самом начале Евангелия от Иоанна, если я не ошибаюсь, что вначале было слово, и слово было Богом, и потом слово было как Бог, и как бы оделось плотью. И у нас также есть написанное откровение. Вот интересно, что Абдул-Баха в этом смысле, да, живое откровение, его рождение совпало с рождением веры. Second, he is also the successor of Baha'u'llah. This is something very important, as you know, not to make it very now detailed. The friends are already aware of that by Rui 8 and so on, that the covenant as a written testimony and document is unique to the Baha'i faith. So Baha'u'llah named and mentioned, designated Abdul-Baha as his successor, to be his representative with authority amongst his people and amongst his believers. И второй пункт – это то, что Абдул-Баха является преемником Бахаулы. Это, конечно, всем вам хорошо известно, друзья, особенно тем, кто прошли Рухи 8, что у нас есть Завет, и книга Завета – уникальный документ в религиозной истории, который у нас есть, где Бахаулла недвусмысленно назначает Абдул-Баха своим преемником, облаченного как бы авторитетом, определенной властью среди верующих, да, назначая его своим преемником. Thirdly, he is the interpreter of the writings. This is very important because he's not just a successor as a leader, but he's also unique in the religious history because he was empowered by Baha'u'llah with the gifts of disclosing the hidden meanings of Baha'u'llah's writings. So he's the hermeneutical eyes of Baha'u'llah. He's the hermeneutical pen of Baha'u'llah. He's the hermeneutical reading understanding of Baha'u'llah. So it goes that far that if Baha'u'llah would say, for example, right side, and Abdul-Baha says left side, for us as Baha'is, left side is what Baha'u'llah actually, in reality, meant. So this is something very unique to the station and figure of Abdul-Baha till then in religious history, yeah. И в-третьих, Абдул-Баха был, конечно же, толкователем писаний Бахаулы, то есть он был не только преемником, в смысле как лидером общины, но и также был наделен Бахаулой определенным даром и функцией как толкователя скрытых значений, непонятных таинственных мест в писаниях Бахаулы, и наделен до такой степени, что для нас, например, если Бахаулла написал там что-то с правой стороны, а Абдул-Баха сказал, что с левой, то для нас Бахаи с левой стороны это и будет именно то, что написал Бахаулла, то есть в смысле герменевтики. Герменевтика — это наука о толковании святых писаний. Абдул-Баха в этом смысле был как бы глазами, пером и руками Бахаулы. And then for it, as the fourth point that we should have in mind in order to signify the figure of Abdul-Baha for us, is that he, as I already said, or as I tried to mention before, he is unique in his he was unique in his capacity, exemplifying capacity
for suffering and sacrifice on the path of Baha'u'llah, because you have to keep that in mind, friends. In the whole history of religions, Abdul-Baha is the person who suffered the longest time in history of religion. Baha'u'llah's sufferings were unique in the history of the manifestations, as he himself testifies in the Tablet of Visitation. There was no wronged one on this earth that was wronged in that sense as Baha'u'llah. But Baha'u'llah's sufferings were 40 years. And all the manifestations of the past, they had a specific time on which they suffered. But no figure in religious history suffered as long as Abdul-Baha. He suffered this, he was partaking on the pain of his beloved father when he was 8 years old, and till the, you know this blessed pictures, images of the master, he has gray hair, is looking elderly. So till this very days of his life, he was suffering. He endured 55 years of suffering, friends, and sacrifice for mankind. So this is the longest term of divine sacrifice manifested by a holy figure in the whole of religious history. И четвертый пункт, чтобы нам понять значимость положения. Абдул-Баха — это его страдания и жертвы, которые он принес во имя веры. В религиозной истории не было ни одной фигуры, которая страдала бы так, как страдал Абдул-Баха. И ни одна из религиозных фигур в прошлом, ни один из деятелей религиозной истории не страдал так долго, сколько длилось страдание Абдул-Баха. Когда он узрел страдания своего отца и разделил страдания своего отца, ему было 8 лет, и с того времени, и до того самого времени, как мы все видели благословенные фотографии благословенного мастера, когда у него уже седые волосы, когда он выглядит таким уже пожилым, до этого самого времени он все время беспрестанно страдал во имя веры, и его страдания длились 55 лет. Страдания Бахаулы длились 40 лет, да, и мы знаем, что страдания всех богоявлений прошлого тоже длились какой-то час, но Абдул-Баха страдал так долго, как ни одна фигура в религиозной истории. And then, beloved friends, as we said before, this is the fifth thing that we should have in mind. Abdul-Baha is the example what it means to be a believer. И пятая вещь, друзья, которую нам нужно помнить, это Бахаулла является примером того, что значит быть верующим. And in that sense, Abdul-Baha is called by His Holiness Baha'u'llah in the Tablet of the Branch. He's called the focal point, the center around whom all the names and attributes of God are circling. В этом смысле в скрижали ветви Бахаулла называет Абдул-Баха точкой, вокруг коей вращаются все имена и атрибуты Бога. And friends, if you have in mind what we said before about the sphere of the names and of the realm of names and attributes and qualities, you know that we spoke about that we know God only by qualities and names. Now Baha'u'llah is naming Abdul-Baha the center around whom all the names and attributes of God circumambulate. Friends, this is huge. Never underestimate for a second the greatness of the implication of this very designation of Baha'u'llah for Abdul-Baha. You know, you and me, we try to know God by names. Baha'u'llah says Abdul-Baha is the center of all that names. It's amazing, friends. И, друзья, нам нужно помнить, помните, мы говорили о царстве имен, атрибутов и качеств, что мы можем познать Бога только по Его именам, атрибутам и качествам. И сейчас, друзья, не нужно недооценивать этого заявления. Бахаулла, когда называет Абдул-Баха центром, вокруг коего вращаются все имена и атрибуты. Мы с вами, вы и я, пытаетесь понять Бога по Его именам и атрибутам, и Абдул-Баха есть тот центр, вокруг коего вращаются все имена и атрибуты Бога. Это же удивительно, друзья. And friends, so in that sense we say Abdul-Baha is the mystery of God. Why is he the mystery of God? Because whatever you describe of God in the end is qualities, is names, is attributes. Baha'u'llah said in Abdul-Baha you see the peak, the culminating peak
of perfection. And if you know God only by perfection, Abdul-Baha is the perfect example, countenance, reflection of what the divine reality for our human understanding could be. And beyond that, no understanding of human mind is possible. И, друзья, если мы познаем Бога только по именам и атрибутам, то Бахаулла говорит нам, что в Абдул-Баха заключены в совершенстве. Абдул-Баха — это кульминация, это пик, это вершина этих имен и атрибутов Бога, этих качеств совершенства. То есть если мы знаем Бога как совершенство, то в Абдул-Баха все эти качества отражены в той степени совершенства, как бы в нем отражен сам лик Бога, и просто больше, чем явлено в Абдул-Баха, наш человеческий разум, который ограничен пространством и временем, просто не в состоянии понять и объять. And now to relate that to our lives, so if we said at the beginning, at the first 45 minutes, that God is impossible for us to understand, then we spoke about the primal will, it's impossible for us to understand, then we said whatever we know of God are qualities, names of in this world of in this kingdom of names and qualities and attributes. And we said that Abdul-Baha is the focal point, is the center around whom all the names and qualities circumambulate and circle. So now, or revolve. Now we get an idea why Abdul-Baha is our example. Abdul-Baha is the example, the idol for a Baha'i, because as we quoted from the gleanings, Baha'u'llah says, whatever you are meant to use as words to describe God is not God. Is not the manifestation, is your human potential to know yourself. By Abdul-Baha's example, you learn not to understand who Abdul-Baha is, but to understand how beautiful it is to be a human being. So this is the secret of the concept of mystery of God and being the example of a Baha'i. И сейчас, друзья, как это связать с нашей человеческой жизнью? В начале нашей сессии, первые 45 минут, мы говорили о том, что Бог непознаваем, мы говорили о том, что такое первичная воля, и что мы можем познать Бога только по именам и атрибутам. Так вот, если мы можем познать Бога только по именам и атрибутам, а Абдул-Баха, как Бахаулла пишет, это центр, в круг которого вращаются все имена и атрибуты Бога, то на самом деле, как Бахаулла нам говорит в крупицах, что имена и атрибуты, которые вы пробуете приписать Богу, они на самом говорят о скрытом внутри вас потенциале. Тоже в каком смысле вы можете понять из этого, почему Абдул-Баха является примером для нас, является идеалом Бахаи для нас, потому что все, что мы пытаемся и можем понять относительно Абдул-Баха, его качества, изучая его жизнь, то на самом деле это не для того, чтобы понять лучше о том, кто такой Абдул-Баха и положение Абдул-Баха, но также для того, чтобы понять, как замечательно и как здорово быть человеком. And in addition to that, let us focus a little bit more on this concept that what the differentiation then of Abdul-Baha and Baha'u'llah is. Obviously, Abdul-Baha is the servant of Baha'u'llah, is a believer, follower of Baha'u'llah, the most great follower, of course, of Baha'u'llah. But what is actually, metaphysically spoken, the differentiation between Baha'u'llah as the blessed beauty, as the primal will, and Abdul-Baha? И каково же главное различие между Бахауллой и Абдул-Баха? Ну, мы, конечно, знаем, что Абдул-Баха, он слуга, он последователь, он верующий, несомненно, самый великий верующий Бахауллы, но метафизически выражаясь, на чем основана главная разница между Бахауллой и Абдул-Баха? Because there are, for example, stories like this where, for example, Tarazola Samandari was in, you know that from his memories, that he was in the Holy Land for 9 months of pilgrimage, and then once he was a little bit complaining as a lover yearning for the most beloved. Yeah? He was complaining to His Holiness Baha'u'llah that he has not the chance to see Baha'u'llah daily. And then His Holiness Baha'u'llah is revealing a mighty tablet, in which he's revealing that, is it not that you attain the presence of the Master daily? His presence is my presence.
Потому что есть разные истории. Так, например, в мемуарах Таразулы Самандари мы читаем, как он во время своего паломничества в Святую Землю, которое длилось 9 месяцев, жаловался, ну, как сказать, жаловался в такой любящей манере, жаловался, что не имел возможности быть в присутствии Бахаулы каждый день. И в ответ на это Бахаула явил очень могущественную скрижаль, в котором сказал: «Не было ли достаточно того, что ты каждый день видел учителя, поскольку его присутствие — это мое присутствие». And in that sense, we have to keep another thing in mind. In the tablet of the branch, the Sureros, which I mentioned before, which is about the station of His Holiness Abdul-Baha, Baha'u'llah is revealing very, very, very strong designations, titles for Abdul-Baha. And if you read the tablet at the start, you might think, without knowing the context, that Baha'u'llah is speaking about himself, because he says Abdul-Baha is the essence by which all molded bones are revived, through whom all the dead people are raised to life again. He is the shelter for humanity. He is the protector of mankind and everything. All these attributes are linked to Judgment Day of Islam and Christianity. And in Christianity and Islam, these links, titles or these explanations, descriptions are related to the person of the Promised One. The Promised One is it who's reviving the dead people again from their graves, or who's quickening the molded bones and everything. Now Baha'u'llah is giving this judgmental day likewise attributes to Abdul-Baha. So as he's speaking about himself, it seems, but in reality speaking about Abdul-Baha, that means what? That means that for His Holiness Baha'u'llah, Abdul-Baha is the perfect mirror of his own reality. So for us human beings, Abdul-Baha is the mirror that we turn to in order to understand who we are, what nobility of man means. And Abdul-Baha has a one-to-one, exclusive relationship to Baha'u'llah by being his primal, first, and only mirror in this world of creation. Baha'u'llah as the sun, Abdul-Baha as the mirror, and we as secondary mirrors mirroring forth what is mirrored forth by the primal mirror, which is, again, the person of Abdul-Baha. Вау. И что нам еще необходимо помнить, друзья, так это... Так, там с самого начала было о том, что... как понять еще положение Абдул-Баха? Если мы читаем Сури Гусн, скрижаль ветви с самого начала, то там Бахаулла дает Абдул-Баха такие... Называет его такими именами, дает ему такие титулы, как... Без понимания контекста можно было бы подумать, что Бахаулла пишет сам о себе. Так, например, он называет Абдул-Баха тем, посредством коего там воскресится всякая там истлевшая кость, что поднимутся мертвые из могил, что Абдул-Баха это как убежище, в которое может укрыться все человечество. Так вот, все эти символы, они относятся в теологии ислама к судному дню, к последнему дню, когда людей будут судить. И, Бахаулла можно так понять, как будто бы он пишет сам о себе, но как бы он наделяет всеми этими качествами Абдул-Баха. То есть Абдул-Баха — это как бы для Бахауллы такое зеркало, в котором Бахаулла видит себя, такое совершенное зеркало, в котором могут отразиться эти имена и титулы Бахауллы. И в то же время Абдул-Баха для всех нас как бы такое зеркало, в котором мы можем увидеть свою истинную человеческую сущность, свою благородную сущность. А уже для Бахауллы Абдул-Баха — это такое единственное, первое и непревзойденное зеркало, то есть единственное зеркало, которое может в совершенстве отразить тот свет Бахауллы. То есть Бахаулла — это солнце, Абдул-Баха — это его единственное зеркало, а мы уже такие вторичные зеркала, которые отражают отраженный свет, свет, который отражен от солнца Бахауллы посредством Абдул-Баха. But there is a very essential differentiation between Baha'u'llah and Abdul-Baha that is given to us by the description of Baha'u'llah himself. Но есть сущностное отличие между Бахауллой и Абдул-Баха, которое нам дает сам Бахаулла. Baha'u'llah says that Abdul-Baha is the center around whom all the names and attributes of God circumambulate. Бахаулла говорит, что Абдул-Баха — это центр, в коего вращаются все имена и атрибуты имена Бога. But His Holiness Baha'u'llah is saying about himself, he is the cause, the causation, the source of the names and attributes. Но о себе Бахаулла пишет, что он источник и причина этих имен и атрибутов. So if all the names and attributes are a creation of Baha'u'llah, or an emanation of Baha'u'llah,
are emanating from him as the source, Abdul-Baha being the center of all that names and qualities is the most great handiwork of Baha'u'llah, his best creation. This is what Baha'u'llah himself says in the tablet of the Arzabah, like the tablet of Beirut and the tablet of the branch. He's saying this about Abdul-Baha, that he's his most great handiwork, his greatest creation. He created everything as the primal will, but amongst everything that he created in the universe, Abdul-Baha is his exclusive, special and greatest creation. То есть в этом смысле Баха'у'ллах — это тот, из которого как бы исходят, эманируют все имена и атрибуты. Абдул-Баха — это центр, вокруг которого вращаются все имена и атрибуты. Но в этом смысле как бы Абдул-Баха — это самое совершенное творение, такой шедевр наиболее непревзойденное творение Баха'у'ллы, которое он упоминает также и в «Скрижали ветви», и в «Скрижали к земле Ба», к Бейруту. Вот, он называет Абдул-Баха, что он говорит, что как бы Баха'у'ллах, как проявление первичной воли, он является творцом всего сущего, но как бы самое его совершенное творение среди всего сущего — это Абдул-Баха. And beloved friends, now let's focus a little bit more on that very interesting historical fact that Abdul-Baha was born in the same night when His Holiness the Bab declared his mission to Mullah Hussein. А теперь, друзья, давайте сфокусируемся на этом интересном историческом факте, что Абдул-Баха родился в ту самую ночь, в которую Баб декларировал свою миссию Мулле Хусейну. You see, friends, this is not a coincidence, obviously, that Abdul-Baha, as the designated first believer of Baha'u'llah, is born in the same night when first time in this human contingent world, the Baha'i revelation is given birth by the Bab. Obviously, this is not a coincidence. So we have to observe this very reality a little bit closer. Видите ли, друзья, это не простое совпадение, то, что Абдул-Баха, которого Баха'у'ллах назвал как бы первым, который в него уверовал, своим первым последователем, родился в ту самую ночь, в которую впервые в нашем человеческом мире родилось откровение Бахаи, то есть когда Баб провозгласил свою миссию Мулле Хусейну. Нам не нужно рассматривать, нам нужно присмотреться к этому факту внимательнее, не нужно относиться к нему лишь как к простому совпадению. Friends, in order to understand the concept of that Abdul-Baha was the first believer of Baha'u'llah in the age of 9 years, in Baghdad, when they after the banishment that came after the release from the Siyah Chala and so on, Abdul-Baha submitted to Baha'u'llah and became the first believer. But what is the concept of the first believer all about? We have to understand that a little bit closer. Друзья, как мы понимаем то, что Абдул-Баха был первым последователем Баха'у'ллы, это в возрасте 9 лет, после первого изгнания, после первой ссылки в Багдад, которая последовала за заточением Баха'у'ллы в Сиях-Чаль. Что это значит? Что значит вот эта концепция первого верующего? In reality, the first believer is actually always, this is very interesting. The Bab explains this in the Bayan. The first believer in reality is not essentially Mullah Hussein. The first believer of the Bab says, is Ali Muhammad, like the Bab himself. Because only perfection knows perfection. No one who is not partaking on perfection can really claim to have understood perfection. So only the manifestation knows the manifestation. So only the Bab is his own first true believer. So Mullah Hussein is receiving that very designation, this rank, by mercy. In what sense? The Bab goes on and says the manifestation of God is always a manifestation, does not become a manifestation. That would be completely wrong. A manifestation is always a manifestation because of this primal will concept, which is pre-existing and is the creator of everything. Of course, manifestation is always aware of a station, but manifestation is only revealing a station when at least one human being on earth is ready to be the receiver of that message. So the Bab says, if Mullah Hussein would be ready earlier, prior to 2 hours, 11 minutes after sunset on the 22nd to 23rd of May, he would reveal a station
earlier than this. So in that sense, it is always up to mankind when at least one representative of mankind for the rest of his fellow human family is ready to receive the gift of God, the presence of God, which is nothing else than his revelation. In that sense, Mullah Hussein is designated by the Bab as the samare, the fruit of Islam. The first believer is the peak of the past dispensation. Whatever Muhammad wanted, it reached its peak in Mullah Hussein. That's why Mullah Hussein is the return of the Prophet Muhammad in the writings. So whatever Christ wanted reached its peak in Imam Ali, for example. So now the peak of what the Bab wanted for mankind is the person of Abdul-Baha. And we will unsolve that mystery in a second. Очень интересно. В общем, что за концепция первого верующего? Так Баб писал, что такое первый верующий. Баб писал, что на самом деле первый уверовавший в него — это не Мулла Хусейн, что на самом деле первый уверовавший в Баба — это Али Мухаммад, то есть сам Баб. А почему? Потому что только само богоявление может понять и объять положение богоявления. Только совершенство может понять совершенство. Только тот, кто вкусил от совершенства, может понять, что такое совершенство. И в этом смысле Баб является как бы первым верующим своего нового откровения. А Мулле Хусейну был дарован титул первого верующего как бы из милости. И Баб сказал, что как бы для того, чтобы родилось новое откровение, необходим хотя бы один человек, который готов стать получателем этого дара, этого откровения. И если бы Баб писал, Мулла Хусейн был бы готов ранее, чем там 2 часа 11 минут после заката 23 мая 1844 года, то бы объявил бы ему свое положение еще раньше. Но в этом смысле очень интересно, что первым верующим, таким образом еще как бы Мулла Хусейн, то есть единственный из этого общества, из этого исламского общества, был готов как бы распознать положение следующего богоявления, то есть выполнить то, чего от него ожидал Мухаммад. То есть в таком смысле как бы Мулла Хусейн стал как бы кульминацией, завершением миссии Мухаммада посредством того, что он распознал Баба. И точно так же Абдул-Баха стал кульминацией миссии Баба. И тайну этого мы раскроем через секунду. And friends, now this is very interesting. The first belief, whenever the first a person is ready to become the first recipient of the divine message, God is revealing himself by his manifestation at that very moment. Yeah, whenever mankind is ready. In the revelation of Baha'u'llah, this is what Baha'u'llah explains in the, again, Tablet of the Branch. Dispensation is so great that it was prepared by the King of Messengers, who is the Bab. Yeah, so it is so great that no human mortal being would be ready to be the first recipient of his message. It would be the implication of Baha'u'llah's revelation is too great. No one on earth could be the recipient of the divine mission of his. So God himself intervened in order for us to receive the present, the gift, the cadeau of God. In that sense, God himself created yet another present for us, which is Abdul-Baha's person, in order for us to receive his revelation. Revelation is too great as for a human being to be the recipient of Baha'u'llah's mission. Baha'u'llah himself creates Abdul-Baha in order for Abdul-Baha to be the recipient for the most great gift for mankind, which is Baha'u'llah's revelation. Что ж, итак, Бог являет себя человечеству всякий раз, когда находится один человек, который готов стать получателем этого откровения. Да, и раньше еще Шахнам сказал, я не успела перевести или забыла, что богоявление — это всегда богоявление, так как первичная воля, она как бы предсуществует, да. То есть неважно там Баб, когда декларировался, он всегда был богоявлением, богоявление всегда знает, что оно богоявление. Итак, но в случае с Абдул-Баха так получилось, что этот дар от Бога человечеству, то есть откровение Бахаулы, он был столь велик, что была еще стадия такая подготовки, когда нам был послан царь посланников, то есть Баб, чтобы подготовить нас к получению этого дара.
И все же дар откровения Бахаулы был так велик, что на земле не нашлось достойного получателя этого дара, и поэтому Бог вмешался и дал нам еще один дар, еще один подарок, а именно личность Абдул-Баха, чтобы он стал получателем этого дара, чтобы мы, в свою очередь, смогли стать получателями дара откровения Бахаулы. And beloved friends, now the mission of His Holiness the Bab was a very short one, as we know that his aim, goal, primal purpose was to prepare mankind for the coming of Baha'u'llah. And as these dispensations, these twin dispensations are very close with each other, actually are one dispensation, and the coming of Baha'u'llah was so close to the advent of the Bab. And the very night of the declaration of the Bab, Abdul-Baha was born in order for Baha'u'llah's revelation to be able to be manifested on this earth in a very short span of time after the declaration of Bab, in order for these twin manifestations and twin revelations to fulfill their role and functionality and duty on earth for mankind in a manifested way. And you know, what was actually the whole functionality of the Bab as a manifestation? Of course, he was the greatest manifestation in human history as the king of messengers, as he calls himself. But in the same breath, he says, for example, that he is the first servant of whom God will make manifest, of Man Yusurullah, of the promised one of his dispensation, which is Baha'u'llah. The Bab himself calls himself the first believer of Baha'u'llah. And as he was the first believer of Baha'u'llah, but was meant to live on this world with another functionality, which means to prepare the way for Baha'u'llah, in the night of the Bab's declaration, Abdul-Baha is also born as the fruit of the Bab's purpose and will. The Bab regarded himself as the first believer of Baha'u'llah. He says this in the Bayan time and again, that he's honored, he sees that as an honor to be from time immemorial till time immemorial, to see himself as the first believer of whom God will make manifest. So as this was his essential purpose on earth, but as his dispensation was meant to be a short one, in the very night of his declaration, the fruit of his will, the fruit of his purpose is given birth, which is the person of Abdul-Baha. Abdul-Baha is, friends, to make it short with one sentence, is essentially manifesting for what the Bab appeared. The Bab appeared for what? For teaching you and me and all creatures of earth how to be lovers of Baha'u'llah. What sacrifice on the path of Baha'u'llah means. What paving the way, like preparing the way for mankind to hear the glad tidings of Baha'u'llah, what that means. All these three aspects are later on put into reality, carried on, manifested in Abdul-Baha. In Abdul-Baha, you see what it means to love Baha'u'llah. In Abdul-Baha, you see what it means to sacrifice yourself for the path of Baha'u'llah and what it means to be a promulgator of the cause of Baha'u'llah. Законоцарствие Баба было очень кратким, и служение Баба на этой земле было очень кратким, но как бы если подсуммировать, то первичная такая самая, может быть, важная цель его миссии была подготовить человечество к приходу Бахаулы, и как бы откровение Бахаулы было таким великим, что необходимо было, чтобы Абдул-Баха родился в ту самую ночь, в которую Баб декларировал свою миссию, чтобы как бы вот это двойное богоявление, которое друг от друга отстоят по времени на такой краткий период времени, чтобы они могли исполнить свою цель, как вот сыграть свою роль, как двойное богоявление. И можно так сказать, что как бы плодом откровения Баба, поскольку была личность Абдул-Баха, потому что Баб писал также и о себе, как о первом последователе Бахаулы. Он говорил, что я всего лишь слуга того, кого явит Бог. Но чтобы мы могли признать Бахаулу, нам была явлена личность Абдул-Баха как плод всей миссии Баба, а именно, то есть в Абдул-Баха было явлено все, ради чего пришел Баб. И это три аспекта. Первое — научить нас любить Бахаулу. Второе — научить нас самопожертвованию на стезе любви Бахаулы. И третье — научить нас, как распространять и провозглашать послание Бахаулы. И эти три аспекта были явлены для нас в личности Абдул-Баха. Beloved friends,
Abdul-Baha is called the mystery of God, as you know, and we spoke a little bit about why he is the mystery of God. And in the end, we don't fully understand that, never. But I mean, like we got maybe an idea tonight, today, what that means. And when we spoke about him being the interrelating bridge between reaching our human potential and what God is and the divine qualities and everything. So interestingly, the word mystery of God, or mystery, yeah, Serulai Azam, Ser is the word for it. This word itself has the numerical value 260. The year in which Abdul-Baha is born and the Bab is declaring them his mission is the year 1260. So the mystery of God is once the declaration of the Bab in the presence of Mawla Hussein, because the mystery of God, what does that mean? The revelation that was kept secret in the time of Christ, when he said in John 12:6, a lot I have to tell you, but you can't grasp it. If the Spirit of truth comes, he will guide you in all. Sorry, it's 12:16. It will guide you in all truths. This, and we're also in the dispensation of Muhammad, where manifold secrets were kept hidden for the future, for the judgment day. With the coming of the Bab, the time of disclosure, the time of opening up the secrets, the mysteries, and letting you partake, you beloved Russian-speaking friends, partake on that mysteries, that started with the declaration of the Bab. But, and this is also the reason why the Bab is one reason why he's called the Bab. He's the door, he's the gate for you to enter the realm of divine mysteries. But a second reason why this year is the year of the mystery is because Abdul-Baha, who's meant for this 1,000 years to be your guideline of what it means to be a lover of Baha'u'llah. And only if you are a lover of Baha'u'llah, you can really turn into that divine instrument you are meant, that you are meant to be. This is also that his station was, or his reality was born on that night in this earthly realm. And this is also the reason why this year is the year of mystery, the year 1260, which is the numerical value of the word mystery of God. Очень интересно. Подробнее еще о том, что значит тайна Бога. Бахаулла называет Абдул-Баха тайной Бога. И, быть может, мы даже никогда полностью не сможем понять всей глубины, да, этого заявления. Но лишь такой интересный факт, что в арабском по системе абджад слово «тайна», оно численный эквивалент его это 1260. А мы все прекрасно знаем, что 1260 год хиджры, это в нашем христианском летоисчислении, это год 1844, то есть год декларации Баба. И очень интересно, что как бы в этом смысле, в чем заключается первый аспект, в чем заключается тайна, что те тайны, которые были сокрыты в законцарствиях прошлого, так, например, глава 12, стих 16, Откровение от Иоанна, нам в Библии написано, что многое еще имею вам сказать, но вы всего не можете вместить, потом придет Дух истины, и Он наставит вас на всякую истину. И также и в Коране есть очень много различных сокрытых тайн, которые стали явными только в этот мистический год 1260, да, когда была явлена тайна Бога. И в этом смысле также и Баб, то есть дверь, врата, наши врата в мир божественных тайн, но также и второй аспект, поскольку, да, Бахаулла — это тайна Бога, Абдул-Баха — это тайна Бога, и Абдул-Баха является этим связующим звеном для нас из мира, между миром имен атрибутов и миром непознаваемой, да, божественной сущности, и также Абдул-Баха является для нас как бы живым руководством по любви к Бахаулле, а только посредством любви к Бахаулле мы можем стать этим божественным инструментом, который может трансформировать, да, людей и общество, вот, посредством, да, служения. И это как бы аспект того, что действительно значит тайна. Beloved friends, this is also the reason why Edirne is called the land of mystery. Land of mystery, the reason why it is called like this by the Blessed Beauty is linked to the person of Abdul-Baha. To just give you a short explanation of that, it is this, because we are running out of time a little bit. The point is this, friends. Baha'u'llah's covenant
from the beginning of his dispensation was set. It was always meant for Abdul-Baha to be the successor of Baha'u'llah. Baha'u'llah speaks in the hidden words about his covenant, for example, in very metaphorical terms, when he speaks about the life tree, the tree of Anis, for example, and they're different. When he speaks about the brush for the hairs and so on, different parts. We speaks about the garment. He's speaking about the covenant according to Abdul-Baha's interpretation. But why is he speaking so metaphorically about it? Because the covenant was not as a document revealed yet. The concept, the terminology of a covenant as a divine contract in religion terms did not exist till then. So Baha'u'llah could not mention something that the human beings would not understand. So he's using metaphorical words or terminologies from the past religions to describe something that he is like aiming at in his dispensation, but that it's not yet known. So it was from the beginning on clear that there is a covenant, will be a covenant, Abdul-Baha will be the successor. And in the land of mystery, Abdul-Baha and Baha'u'llah made that very clear. How did he make that clear? By a very symbolic act. The Kitab al-Ahdi, the Book of Covenant, was revealed after Edirne and prior to, obviously, to Baha'u'llah's ascension, like means it has to be revealed after the Kitab al-Aqdas, because in the tablet of the Covenant, a paragraph of the Kitab al-Aqdas is quoted. So in that sense, it cannot be revealed in Edirne. But in Edirne, Baha'u'llah did this. Once Baha'u'llah was asked of the officials to appear for a photo, for the passport, as the believers that were banished in Edirne and the Ottoman Empire, they needed new documents for the travel later also to Akka and in general as being banished citizens of the Ottoman Empire. So now keep that in mind, friends, and we will go on that in a second after the translation. Еще почему тайна, еще что касается слова тайны, Бахаулла называет Эдирне, то есть Адрианополь, землей тайны, потому что, очень интересно, то есть завет Бахауллы существовал всегда, с самого начала законоцарствия Бахауллы. Просто Бахаулла в своих писаниях всегда писал о завете, используя различные другие слова, потому что сам документ Книга Завета, он еще не существовал. Он писал о завете как о древе жизни, он писал о завете как о гребне, которым нужно расчесывать мои кудри, там о чем-то, да, вот, то есть он использовал различные мистическую терминологию или терминологию из религии прошлого, чтобы описать завет, но завет уже тогда существовал, и Абдул-Баха уже был преемником Бахауллы с самого начала законцарствия Бахауллы, но тем не менее Китаб-ай-Ахди, Книга Завета, была явлена уже после Эдирне, и до вознесения Бахауллы, очевидно, но понятно, что после Китаб-ай-Агдас, потому что в Китаб-ай-Ахди цитируется параграф из Китаб-ай-Агдас. Вот. Но очень интересно, что в Эдирне, в земле тайны, Бахауллу попросили сделать его фотографию как бы на паспорт, потому что они были изгнанниками из Отоманской империи, и нужно было им получить новый паспорт. И сейчас после перевода мы услышим окончание истории. Now, you all know the very, very, very beautiful aesthetic picture of the photograph of His Holiness the Master when he was young, in his younger age. You know that photo maybe from the countenance of the Master, but the original one is where the Master is sitting on a chair and is leaning his arm on a staple of books on a table. And the context of the story of this picture is very interesting, because actually Baha'u'llah was meant to let a picture be taken of himself, of his blessed countenance, and it's actually the picture that you also see during your pilgrimage in Haifa. And on the table next to Baha'u'llah on that chair was a flower, yeah. So and a vase, yeah, with a flower. And when Baha'u'llah was like let the picture be taken, he immediately turned to Abdul-Baha amongst all the believers who were present and all the people who gathered there for that moment. And he said, now it's your turn to take your seat on my seat, yeah? And Abdul-Baha, out of respect that he did not want to be, and that his picture is the same as when Baha'u'llah's picture was taken as a manifestation of God, wants some changes in that pictures. And then the vase of flowers is taken away, and Baha'u'llah is ordering that a few books
are put on the table. Abdul-Baha is putting his arm on that table, which is a symbolic gesture. It says that he's the protector of the word of Baha'u'llah, and he's the interpreter of the words of Baha'u'llah. In that sense, he's sitting on the chair of Baha'u'llah as the successor of Baha'u'llah and serving in the capacity as the interpreter of his writings. So this moment made clear in Edirne for the believers that Baha'u'llah made his choice. Abdul-Baha is meant to sit on his chair whenever this is going to be empty. And the earliest believers then, Edirne, knew that this is Baha'u'llah's covenant that is yet to be revealed, but is just between Baha'u'llah and Abdul-Baha in their interaction. All the others are bystanders, are observers of this divine mystery. And that station of Abdul-Baha as the successor of Baha'u'llah, he was already known as the mystery of God, but that he is also the successor of Baha'u'llah in the capacity of successorship, and that was confirmed in Edirne symbolically by Baha'u'llah, made Edirne the land of the mystery. Land of mystery, why? Because there it was where the believers started to understand who Abdul-Baha is. Till then, they struggled to understand who Baha'u'llah is, because when Baha'u'llah revealed the station in Baghdad, just 5 people were in Edirne, the Garden Reservoir, who were testimonies testifying that he declared his mission. Then in Constantinople, just the holy household, a few chosen believers understood that his aura changed, his expression changed. In Edirne, Baha'u'llah started by revealing tablets to show slowly that the Babi dispensation is over and the Baha'i dispensation is an individual, independent revelation. And from there on, they started to understand also, to learn the importance of Abdul-Baha as the living Baha'i revelation. Baha'u'llah started to teach the believers that what the Baha'i revelation is, and parallel to that, Abdul-Baha, who is the living Baha'i revelation, his importance is shifted into the consciousness of the believers. И вот, когда делали фотографию Абдул-Баха, а все вы знаете, это прекрасное изображение учителя, где он еще молодой, его вот этот вот лик, да, молодой, но как бы целая фотография, она выглядит так, что молодой Абдул-Баха сидит в кресле, и там рядом стол, и на столе лежит несколько книг, и Абдул-Баха жестом как бы опирается на этот стол, где лежат эти книги. Но как бы история этой фотографии такова, что вначале был сделан снимок Бахаулы. Бахаула позволил, чтобы запечатлели его лик на фотографии. Это, кстати, та самая фотография, которую паломники имеют возможность лицезреть в архивах на Святой Земле, где также Абдул-Баха сидит в том самом кресле, и рядом с ним на столе стоит ваза, и в этой вазе цветок. Но как бы после того, как фотография была сделана, Бахаула обратил свой взгляд на Абдул-Баха, стоящего в толпе среди верующих, и он сказал: теперь, что ж, твоя очередь занять это кресло. И Абдул-Баха не хотел, чтобы было слишком много сходств между его фотографией и фотографией, на которой запечатлено богоявление, поэтому он попросил о некоторых изменениях на этой фотографии. И так вазу с цветком убрали, и туда по распоряжению Бахаулы положили несколько книг, и Абдул-Баха положил руку на этот стол, где лежали книги, и это символический жест, который показывает, что Абдул-Баха является как бы защитником Слова Бога и в то же время толкователем Слова Бога. Вот, и это именно случилось, то есть это было очень символически, то есть как бы Абдул-Баха занял место Бахаулы, когда кресло опустело, и для некоторых верующих в Эдирне это был знак того, что Абдул-Баха на самом деле является преемником Бахаулы, то есть до этого они не имели ни малейшего понятия, а тут они уже поняли, что есть завет, который на данный момент существует только между Бахаулой и Абдул-Баха, то есть никакой формальный документ еще не явлен, но как бы именно там, именно поэтому Эдирне начала называться землей тайны, поскольку там некоторые верующие, у них появилась идея, что Абдул-Баха может быть преемником Бахаулы, потому что до этого верующие все время старались, ломали голову, пытаясь понять положение Бахаулы, потому что в Эдирне было только 5 верующих, которые присутствовали в саду Ризван в Багдаде во время декларации Бахаулы, и то есть они пытались понять, что
все изменилось, что его аура изменилась, да, а уже потом в Эдирне Бахаулла начал там являть скрижали, пытаясь объяснить, что такое откровение Бахауллы, что откровение Баби, законцарствие Баби закончилось, и начинается уже эра Бахаи, законцарствие Бахаи, и то есть одновременно с тем, что он начал раскрывать свое как бы откровение людям, объяснять его, рядом был Абдул-Баха, живущее откровение, живое откровение Бахауллы, и то есть верующие уже начали понимать положение Абдул-Баха, и именно поэтому Эдирна называется землей тайны. Friends, for the last part of our session that we have together, I wanted to share like 4 or 5 anecdotes and concepts that I think are very important for our conclusion from the station of Abdul-Baha and our personal life responsibility in the upcoming plans of the Universal Laws of Justice. Друзья, и в завершении нашей сессии я бы хотел поделиться 4 или 5 короткими историями из жизни Абдул-Баха, которые помогут нам как бы лучше понять и положение Абдул-Баха, и как бы его пример для нас, и также какое отношение это имеет к нашей жизни, и также в свете грядущих планов Всемирного дома справедливости. Это будет достойным завершением нашей встречи. I'm pretty sure the friends know the stories, but maybe it's just a good reminder for our personal responsibilities. Yeah, but obviously I think like the friends are familiar with the stories. Yeah. Я думаю, что я почти уверен, что большинство друзей знакомы эти истории, вот, но это будет хорошим напоминанием нам и да, для наших жизней, чтобы поразмыслить о положении Абдул-Баха. So friends, it's very interesting. There's a diary of Shori Effendi that he was writing when he was for 1 year secretary of Abdul-Baha. He, you know that Shori Effendi had 1 year the privilege of being the secretary of Abdul-Baha, and at that time he was writing his memories down during that time. And in that very diary we find 2 stories that are very, very important to understand Abdul-Baha's standard as a holy figure in a human garment for our personal life. Друзья, вы знаете, есть дневник Шоги Эфенди. Насколько вам известно, на протяжении 1 года Шоги Эфенди служил в качестве секретаря Абдул-Баха и вел такой дневник, который является мемуарами, в которых можно найти 2 очень интересные истории, которые хорошо помогут нам понять стандарт Абдул-Баха и как бы положение, святость, которой была облечена его фигура, и как бы найти применение этому в наших личных жизнях и служении. So once Abdul-Baha was asked, how Shori Effendi is narrating it, Abdul-Baha was asked about his education that he received from the hands of Baha'u'llah, and Abdul-Baha is just giving this simple answer, which is very, very, very interesting. Однажды, как пишет Шоги Эфенди, Абдул-Баха спросили о образовании или воспитании, которое он получил от Бахауллы, и Абдул-Баха дал один простой ответ, который простой, но очень-очень интересный. He was asked, like, how did Baha'u'llah raise him? And Abdul-Baha said, Baha'u'llah, the Blessed Beauty, raised me to be never the means of someone's circumstances, but always the means to take away the burdens and circumstances of others. So this actually, Abdul-Baha says, is what it means to be a Baha'i amongst fellow human beings. Never to be the means of someone's burdens, circumstances, problems, struggles, but always being the means to taking away burdens, circumstances of others. That's very interesting. Абдул-Баха ответил: Бахаулла, благословенная красота, воспитал меня так, что я никогда не должен становиться причиной чьего-либо бремени, тяжелых жизненных обстоятельств, но быть всегда тем или средством для того, чтобы снять с кого-то бремя, тяжелые жизненные обстоятельства, печаль и так далее. И это дает нам пример того, что значит быть Бахаи, не становиться причиной чьих-то страданий, трудностей и бремени, а быть тем, кто убирает эти страдания, бремя и трудности. The second story that's very interesting is, try to make it very short. Shori Effendi once said that Abdul-Baha, after a very long day of
different appointments that he had and services that he rendered, came back to his house. You know the house of the master if you had the chance to have a pilgrimage in the most holy land. And when he came into his house, he went directly to his room. And then Shoghi Effendi wanted to see, of course, the master, which was the highlight of his day, to have the chance to be reunion again with the master. And out of respect, he stood at the threshold of the door of the entrance of the room of the master. And the master was looking out of the window with his back to Shoghi Effendi, and said to Shoghi Effendi, it was before the start of Abdul-Baha's journeys to the West, yeah, which was bound to many, many, many circumstances and sacrifices for him. But he said to Shoghi Effendi, Shoghi, dear Shoghi, you know that my body is very, very, very weak, and I'm suffering from many, 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 many ills through the many years of banishment that I had to endure. И однажды вторая история – это о том, что после долгого дня полного встреч и служения, которое выполнил Абдул-Баха, Абдул-Баха вернулся в свой дом. Вы знаете, дом учителя, те из вас, кто имел возможность быть на паломничестве, посещали дом учителя, и он прошел прямиком в свою комнату, и Шогhi Эфенди тоже пошел в сторону комнаты учителя, потому что это было как бы самым главным, самым радостным моментом его дня, как бы быть в присутствии учителя, вновь воссоединиться с ним. И он уважительно стал на пороге комнаты, у входа в комнату учителя. И Абдул-Баха смотрел из окна, стоя спиной к Шогhi Эфенди. И это было еще до путешествия Абдул-Баха на Запад, которые, как мы знаем, были сопряжены с множеством неудобств, трудностей и вызовов. И он сказал: Шогhi, дорогой Шогhi, ты знаешь, я очень-очень сильно страдаю. Мое тело очень слабое, и я страдаю от множества тяжелых болезней. And, you know, for example, Abdul-Baha had chronic fever because as a child, he also nearly ascended from this world because of tuberculosis. Then he had chronic fever because of the very, very strict winter that the holy household had to like pass by with Baha'u'llah's banishment to Baghdad. Then again, a very, very strong winter cold to endure when they were banished from Constantinople to Edirne. And every time when the climate changed here and there during his journey in America, for example, where it was a little bit warmer, a little bit colder again, he directly fell ill again, he got chronic fever again because he was chronically feverish, and because of his childhood and so on, all this endurance for his body weakened his constitution. And you know that Abdul-Baha had traces of rheumatism in the later years of his life. This is the reason why his garment is sometimes a little bit broader, because he had an apparatus when he was in the West that the believers, the friends, where doctors like tried to give him for like taking away a little bit from his burdened pain during his travels. So he had this trace of rheumatism, chronic fevers, a lot of things. I said as a child, he nearly passed away because of tuberculosis and so on. And now this is very important, friends, to keep that in mind. He says to Shoghi Effendi, dear Shoghi, you know that my body is suffering from a lot of pain. And know that Baha'u'llah gave me the power to heal myself with only one single healing prayer. He says to Shoghi Effendi, my body is completely weak for that task that lies ahead of us, the journey to the West. And know for certain that Baha'u'llah gave me the power to heal myself with one prayer. But know that I'm not making use of this power, that future generations of believers will see that also under these circumstances and in this condition, you are not prevented of serving Baha'u'llah. So this is very important, friends. Так, например, Абдул-Баха страдал от хронической лихорадки, и вы знаете, что в детстве он почти что умер от туберкулеза, и также у него были определенные черты ревматизма, и также он подорвал свое здоровье во время первой ссылки в Багдад, и также второй ссылки из Константинополя в Адрианополь во время очень суровой зимы, сильных морозов, и каждый раз он очень сильно страдал при малейшей перемене температуры воздуха, малейшей перемены климата, и во время путешествия на запад, и вы видите на некоторых фотографиях, что его силуэт немножечко так
широкий, и также он пережил операцию, чтобы немножечко уменьшить последствия этих заболеваний. Но вот, вот Абдул-Баха жалуется как бы Шоги Эфенди, что мое тело слишком слабое для того, чтобы выполнить эту задачу, которая стоит перед нами для путешествия на Запад. И знаешь, Шоги, он сказал ему, что Бахаула, что я страдаю очень сильно и страдаю от боли, и Бахаула дал мне молитву и дал мне силу, необходимую для того, чтобы полностью исцелиться посредством одной лишь исцеляющей молитвы. Но я не воспользуюсь этой молитвой, сказал Абдул-Баха, для того, чтобы следующие поколения видели, что даже в таких обстоятельствах и в таких условиях все еще эти болезни, эти обстоятельства не могут удержать себя от служения веры, помешать твоему служению вере. And friends, you all know the story of Lua Getzinger, who wanted to accompany Abdul-Baha once during his evening walks when covenant breaking and such things were like very, very, very painful for the heart of Abdul-Baha and so on, and was causing so much dissension. And then Abdul-Baha was taking these evening walks for himself to communion, to have time for communion with the spirit of Baha'u'llah. And on the beach of Haifa, you know that Lua Getzinger, who like really humbly asked Abdul-Baha if she was allowed to accompany him without disturbing him in any way. She was like accompanying then on the beach and set her footsteps always on the traces and the footsteps of the master. And after a while, you know the story, I don't go into detail, Abdul-Baha is like turning to Lua Getzinger and is asking her what she's doing. And Lua Getzinger is saying like that, nothing, master, nothing, I'm just trying to set my footsteps, my foot into your footsteps, yeah? And Abdul-Baha is continuing his walk, and after a while, a scorpion is passing one of his footsteps of Abdul-Baha, one of his traces, and Lua Getzinger, intoxicated with the love of the presence of the master, is not really realizing that the scorpion is standing on one of his footsteps and is like setting her foot on that very scorpion who's stinging her foot, and she's in grievous pain, but tries not to show her pain and tries to somehow continue walking behind the master to not be bereft of his presence. Abdul-Baha, of course, understands what is going on, and after a while, after he sees like Lua Getzinger is suffering very badly, but still tries to keep up with him, he's turning to her and says to Lua with a very serious glance into her eyes, he says like, setting your foot into my footsteps is always bound to suffering, pain, and sacrifice. Never forget that. So friends, speaking about Abdul-Baha as an example, it's not an easy task. We can't just come up together for a summer school and then say Abdul-Baha and then mention stories about his life and say he's an example of us and so on. We should know, friends, that this has to go hand in hand with the concept of fear of God. Speaking about Abdul-Baha as an example has to go hand in hand with the concept of fear of God. Friends, this is something that is going to be tested in our lives. This is something that is going to be tested with every breath in our life. Yeah, how much Baha'u'llah is prioritized in our life schedule, daily schedule, how much his love is conquering our lower wishes and so on. And all these aspects, friends, that together is constituting the concept of having Abdul-Baha as your example in life. So, and of course, this story of Lua Getzinger is transcending that very story in the framework of service, where service and servitude to Baha'u'llah is never something that is going to be expressed in the most comfortable way, but true service is when you're not doing what you want to do for the faith, but what the faith truly needs you to do. So this is something we have to keep in mind, friends. Следующая история это о том, как, возможно, друзья знают эту историю, как Луа Гетцингер попросила Абдул-Баха сопровождать его в его вечерних прогулках, и тогда было очень такое тяжелое время для веры, полное вызовов, когда действовали нарушители завета и вызвали такой раздор в общении. И вот Абдул-Баха, чтобы он отправлялся в вечерние такие прогулки по пляжу, чтобы общаться с духом Бахаулы, и вот Луа попросила его как бы дозволения сопровождать его в этой прогулке, и вот Абдул-Баха шел по пляжу в Хайфе, и она наступала на его следы в песке,
И как бы Абдул-Баха периодически оборачивался и спрашивал, что ты делаешь, а она говорит, ничего, просто наступаю на ваши следы, учитель. И вот однажды она как бы вдохновленная и переполненная чувствами от присутствия учителя не заметила, что на одном из его следов туда попал скорпион, наступил на этого скорпиона, он, конечно, ее ужалил, и она все равно, она не подала виду, что испытывает страшную боль, и все равно пыталась не отставать от Абдул-Баха, чтобы продолжать наслаждаться его присутствием. Но Абдул-Баха, конечно же, все понял, и он одарил ее очень серьезным взглядом прямо ей в глаза и сказал, что идти по моим следам — это всегда сопряжено с пожертвованием, с болью, со страданием. И как бы, то есть это то, о чем нам нужно помнить, когда мы говорим про Абдул-Баха как про наш пример для подражания, что это никогда не будет слишком легко. Это не так, что ты просто приезжаешь на летнюю школу и ты рассказываешь истории об Абдул-Баха. Нет, это всегда сопряжено с испытаниями, с трудностями, и ты всегда будешь подвергаться испытаниям с каждым вздохом, чтобы показать, насколько сильна твоя любовь к Бахауле, насколько Бахаула находится в приоритете в твоем ежедневном расписании, насколько твоя любовь к нему сильна, чтобы побороть какие-то свои низшие инстинкты и приверженности. И также эта история про Лу может быть применима к нашему полю служения, что служение — это не всегда, когда ты делаешь то, что тебе приятно делать, или то, что тебе делать хочется, а служение — это когда ты делаешь то, чего вера требует от тебя, и это всегда сопряжено с самопожертвованием, состраданием и с болью. And friends, there's a very key story. It's a very important key story that you all might have heard before, but it's very befitting for closure of our session about the concept of service, which we today linked to the at the start of our session to the concept of us human beings knowing ourselves, knowing the divine by knowing ourselves, and that the intermediary between that is the concept of service. И, друзья, последняя история — это очень ключевая история и очень подходящая для того, чтобы завершить нашу сегодняшнюю встречу. Это о том, как служение служит тем связующим звеном между царством имен и атрибутов и непознаваемой сущностью Бога и нашим предназначением и всякими трансцендентными непознаваемыми вещами. So once when Abdul-Baha was in the West, the son of Nasruddin Shah, who was actually an enemy of the faith, a very tyrannical enemy of the faith, he, like I make the story very short, he saw like Abdul-Baha and how he is like crowded by so many Western and Eastern people, and everybody wants to be in his presence and everything. And he himself, as the son of the king, is like the son of Nasruddin Shah, is like ignored. Although he has all the statues and like the signs of so on of his rank and station and of his nobility, and Abdul-Baha with his simple garments and so on, everybody is attracted to him, but no one is really interested in his person as the son of the king. So he dares to ask, and keep in mind that he was an enemy of the faith. He asks Abdul-Baha, how is it possible that everywhere you go, everyone wants to be around you, but wherever I go, people are ignoring me. They're not like interested in my person, but wherever you are, people are attracted to you. Abdul-Baha says, "Excellence, let me give you your answer with a story." This story, friends, is a key story of the Baha'i teachings that you should repeat for yourself time and again. Есть такая история. Во время путешествия Абдул-Баха на Запад он встретился с сыном Насреддин-Шаха, который, как вы знаете, был большим врагом веры. И я приведу эту историю в очень кратком изложении. Этот сын Насреддин-Шаха, он увидел, что Абдул-Баха окружен множеством людей, как с востока, так и с запада, будучи... Он выглядел очень скромно, одет в самое простое одеяние, и люди оказывают ему знаки внимания, в то время как он, сын короля,
который носил на себе все знаки отличия и знаки его ранга и благородного происхождения, что все его игнорировали, и вот он осмелился спросить Абдул-Баха, как так получается, что всюду, где ты следуешь, ты окружен людьми, которые уделяют тебе внимание, а я сын короля и носящий столько разных титулов, что все меня игнорируют. И Абдул-Баха ответил ему посредством истории, и эта история, друзья, должна быть очень ключевой для вас, и вы реально должны повторять ее вновь и вновь, чтобы понять, что значит быть бахаи. So the story goes like this. Abdul-Baha says there was a man who was very, very poor, had nothing, and so on, was very sad because of his poverty. I make the story very short, yeah? And he's like complaining all the time, like why he's like living in such a misery and so on, till he sees a mystic, a wise man like passing by, who's like asking that poor person, like, why are you complaining so much? Why are you crying so much? The poor man says, it's obvious, because I've nothing, I'm living in misery, of course I'm very sad, yeah? The wise man says to him, what if I make you governor of this city, of this district? Would you be happy and content? But really investigate your feelings and tell me your true answer. And then the poor man says, okay, like he thinks like a little bit, says, okay, if I'm a governor, why should I not, with a little bit more enthusiasm, a little bit more ambition, a little bit more hard work and chance and luck, not make it possible to become one day the minister of that country? The wise man says, and if you are turned into a minister, what would be then? Would you be happy and content? The poor man says, if I'm minister, why should I, with enthusiasm, ambition, hard work, luck, chance, and everything, not make it to become the king of that nation? The wise man says, and if you are the king of this land, of this country, would you be happy and content? The poor man says, if I'm the king of this country, why should I not, with resources, the possibilities, army, and everything, equipment, and influence, not make it possible to be a ruler of the whole world? The wise man says, and if you're ruler of the whole world, what is then? The poor man says, then is nothing. And Abdul-Baha says to the son of Nasruddin Shah, I am that nothing. Wow. И вот такая история. Постараюсь пересказать ее кратко. Был один очень бедный человек, бедняк, который жил в нищете и очень жаловался всегда на то, что вот у него ничего нет, он очень бедный, он был, очень грустил по этому поводу. И вот он встретил мудреца, мистика, который проходил рядом, и мудрец спросил, ну, что же ты жалуешься? И бедняк сказал, ну, это очевидно, что у меня ничего нет, надежды на жизнь нет, денег нет, вот, и я несчастен, и я никто, и я ничто. Мудрец сказал, ну что ж, а если, допустим, я сделаю так, что ты станешь губернатором этого города? Честно, вот исследуй свои чувства, свои мысли по этому поводу и скажи, будешь ли ты тогда счастлив и доволен? Но он сказал, ну что ж, но если я буду губернатором города, то затем, ну, у меня, может быть, будет удача и сила, и смекалка, и богатство, чтобы и влияние, и энтузиазм, и амбиции, чтобы стать, быть может, министром при дворе. Он говорит, ну, хорошо, ты министр, что потом? Тогда будешь ты доволен? Он говорит, ну, что, если я министр, то, наверное, у меня будет и мудрость, и хитрость, и влияние, чтобы стать королем этой страны. Он говорит, ну хорошо, ты король, а затем что? Чего тебе еще не хватает? Он говорит, ну что ж, потом у меня будет и влияние, и мощь, и сила, и армия, и все для того, чтобы завоевать весь мир и стать властелином мира. Он говорит, ну а потом? Ну вот ты властелин мира, и что потом? Он говорит, ничего. И вот Абдул-Баха ответил сыну короля, вот я и есть это ничто. Beloved friends, I really wish for us all that we are blessed by the confirmations of His Holiness Baha'u'llah, by trying to become as much as possible that nothingness, that nothing that Abdul-Baha is speaking about. And this is only possible in our era by doing our best for the plans of the Universal House of Justice that lie ahead of us. And you know that Shaykh Effendi says the time has come for the believers to not ask what they can do for the faith, but what the faith needs them to do. And I really hope that this summer school of the Russian-speaking friends organized by the assemblies is like fulfilling that very purpose, to motivate the friends for that very path lying ahead of us. I'm very thankful to all the friends who were organizing this today's session, that they gave me the chance to see the Russian-speaking friends. It's an honor for me having had the chance to speak about the person of the Master. Thank you very much for all your love, and thank you very much, Daria, for your effort. That was amazing. I know it was very difficult because I speak very long in sequences,
but there was so much to share, so much was not shared because of the time running. But thank you very much for all your effort, Daria, beloved sister, and thank you very much to all the friends. Big love for all of you. I hope to speak to you or see you soon again, as soon as possible. Дорогие друзья, и я желаю вам божественных подтверждений Его святости Бахаулы, чтобы вы стали хотя бы частично тем ничем, как обращался к себе в этой истории Абдул-Баха, а мы знаем, что в эту эпоху, в эту эру это возможно только следуя руководствам и планам нашего возлюбленного Всемирного Дома Справедливости. И да, спасибо за эту возможность поговорить, увидеть русскоговорящих друзей. И я надеюсь, что эта летняя школа именно послужит именно этой цели, вдохновить друзей на это важное служение в планах, лежащих перед нами, чтобы вступить на эту стезю, которая лежит перед нами. И спасибо вам еще раз большое за организацию. Вот, большой любви всем вам, замечательных подтверждений. Поблагодарил также переводчика, сказал, что это было сложно, потому что я говорю очень длинно. Спасибо вам всем большое. Дорогой Шахнам, очень коротко, да? Огромное тебе спасибо за то, что помогаешь нам становиться лучшей версией нас самих, да? То есть мы тебе это припомним в наших молитвах. И береги, дорогой Шахнам, свое физическое здоровье. Очень просим. И не побоюсь этого слова, очень надеемся на следующую встречу в недалеком будущем. Еще раз спасибо большое. Dear Шахнам, thank you so much, very briefly, and definitely we will remember you in our prayers, and I will not be afraid of saying this, that we will be happy to see you again on our meetings, events very soon, and please, I sincerely ask you, please take care of your precious health, and yeah, we wish you all the best. Thank you very much. That was so kind of you. Thank you very much, beloved friends, brothers and sisters in spirit. All the best to you. The blessings of Baha'u'llah, and may all of us be drawn closer and closer to his presence day by day. Thank you very much. It was a pure joy for me to see you, friends, and to speak to you. Thank you very much. Да, спасибо большое, братья и сестры по духу. Желаю вам всех благословений Бахаулы, вот, и духовного развития. Это принесло мне большую радость быть с вами. Спасибо. Друзья, у нас, к сожалению, не будет времени на вопросы Шахнаму, хотя их там целый список, да, у всех. У Шахнама через 10 минут следующая встреча. И это просто завораживает такое служение, такое самопожертвование. Но мы, друзья, еще раз хотим поблагодарить его, но мы не расходимся, у нас там еще остается время, около часа, и через минут 10 у нас будет перерыв, и вот это время мы хотим посвятить, Регания Касымова подготовила для нас небольшое углубление о счастье в писаниях Бахаи, чтобы это счастье стало большим. Так что после перерыва встречаемся в 19:31. All right. Anton said that unfortunately we will not have answers and questions session because the time went a little bit, longer than it was expected. And dear Shahnam, in 10 minutes has another meeting, but we are going to stay here and we have 10 minutes break and then we'll have some tipping. So thank you so much, Shahnam. It was amazing. We are fascinated, although each of us has a list of questions to you. Yeah, unfortunately, due to the lack of time. Thank you. I hope another opportunity will make it possible for the friends to, if they don't forget the questions till then, to speak about them. Thank you very much for your love and hospitality. All the best to you. Allah. Thank you. Allah. Allah. Мне тоже надо идти. У меня детский класс там. Даша, тебе вообще низкий поклон, отдельное вообще спасибо. И не только за то, что ты переводила, да, то, что говорил Шахнам, но и отдельно спасибо, что ты еще понимала то, что говорил Шахнам, уж у меня в некоторых местах вообще мозг просто закипал. Вот. И особенно, знаешь, порадовало, когда Шахнам заканчивал предложение, а ты говорила «Вау!» И я понимала, что Даша понимает, и она воодушевлена тем, что говорит Шахнам, и это сейчас воодушевление ожидает нас. Я не могу сказать, что я понимаю больше, чем понимает кто-либо на этой встрече.
Все очень Ну. здорово, это чувствовалось. И вот это, мне кажется, это очень важно, когда ты передавала ту эмоцию, то вдохновение, которое было у Шахнама, и это как бы дорогого стоит. Поэтому еще раз тебе большое спасибо, низкий поклон. Восторг от Спасибо. перевода, восторг. Восторг, да, просто да, Спасибо. Бегу на удивительно, детский да. класс в соседний дом, к сожалению. Присоединяюсь, я любовалась Датой всю лекцию, как она переводит. У нее на лице было написано. Да, Все, да, что да. говорит как нам. Это потрясающе, Дашенька. Это Спасибо, действительно Дашенька, потрясающе. огроменное. Крепко-крепко тебя обнимаем. Спасибо большое. Спасибо Даша, береги огромное. свое физическое здоровье. Обязательно, непременно. И психическое. И психическое, это понятно, да. Вот, Все, ладненько. береги себя. Все. Ох, Для этого Маша, есть детский Юля, класс, ой-ой. там можно порезвиться. Точно, иду Да-да-да. резвиться. Беру гитару, иду резвиться. Аллаху Все, акбар. спасибо, Даша, очень рада, да. Ну, Аллаху акбар. и я хотел еще вот тоже отдельное такое спасибо. Ну, я просто как бы знаю эту историю. Хотел тут поблагодарить еще Сережу Прижебельского, который приехал к нам вот 2 года назад в Беларусь, и он вдохновил Дашу своими лекциями, вот этими озарениями, и она просто сказала, говорит, я просто поражена вот как бы той информацией, да, теми мыслями, теми озарениями, которые вот Сережа нас тоже всех вдохновил, и вот у нее как бы, ну так может нельзя говорить, но я не побоюсь этого слова, у Даши поперло, просто вот ее духовный вот рост, ее духовное вот это развитие, оно какое-то вот это чувство, да, такое духовное, какая-то жажда духовности, просто все вот, мы просто знаем ее, да, она просто вот как вот в геометрической прогрессии все вот как бы начала совершенствоваться, и я просто удивляюсь, как вот у Даши это все получается, как это, ну, это просто удивительно, как это. Поэтому как это, я еще больше вот, наверное, это очень похоже на вот эти, как это, что мы как бильярдные шары, друзья, да, мы вот, которые подталкивают друг друга вот по пути служения и помогают друг другу быть лучшей версией самого себя, вот как говорил Шахнам. Поэтому спасибо всем, и Даше, и Сергею, и всем, и Шахнаму. Хорошо, друзья, давайте мы все-таки немножко задержались, все-таки 10 минут перерыв, чтобы как-то там все уложилось. Встречаемся в 19:35, хорошо? Ну да, Антон, правильно. Это вдохновение, сила Святого Духа. Да, это правда, да. Всем Жалко, что спасибо, не да. удалось услышать Анну, которая ненавидит менеджеров. И почему именно она ненавидит менеджеров? Тут, да, какой-то был вопрос очень важный, но я вот, наверное, не помню. Ничего страшного, я думаю. А что там с менеджерами, Володь? Нет, я Ну, прочитала, она выложила, господи, в чате объявление, большая доска объявлений. Так что ты, Антон, там есть, можешь посмотреть. это где, в каком чате? Ну, большая доска объявлений вот наша, да, МВ, семинары, праздники, вот этот чат. Друзья, вот я хотел спросить, никто не захотел 4 часа? Я очень извиняюсь, у меня просто время попуталось. Я с Шахнамом говорил, он говорил мне про местное время свое, про 16 часов. Но я же знал, что в Белоруссии там, и по Москве будет на час больше, то есть получается в 17 часов. И я все равно написал в объявлении, что в 16 часов. Никто не заходил в эту группу в 16 часов, ну, по ошибке, ну, как бы, по моей... Ты знаешь, Извините, я хочу извиниться. В WhatsApp я дала всем объявления, и я перед 17 часами, друзья повторно. на меня не обижаются, да, потому Всё, что спасибо. могут там обидеться, сказать, что зачем так много, но я тоже волновалась, и я уже даже в 17 часов написала им, что, друзья, подсоединяйтесь. Да. Вот. И что самое интересное, я не знаю, мозг живет своей жизнью. Я пишу Даше, значит, сообщение, говорю, Даша, мы начинаем не в 16:00, как я написал, а в 17, потому что Шахнам выступает с 16 до 18. И я послал это сообщение, потом я смотрю, да что ж такое, опять перепутал. Ну вот
Извините, друзья, что-то вот там Ничего. перемкнуло, поэтому вот... Но уже у нас пойдут лекции в 8 часов, да, поэтому там никаких не будет изменений. Ну, не получалось у Шахнама чуть позже, но я думаю, что как бы кто захотел, тот присоединился. Поэтому, да. Антон, не Все вини себя, это нормально, просто разница в Антон. Большое часовых тебе поясах. спасибо за все. Это Шахнаму спасибо. Я просто, знаете, если честно, я просто набрался наглости, но это в хорошем смысле этого слова. Мне как-то было, ну не то, что неудобно даже вот обращаться, но Даша говорит, я у нее спросил, Даша, вот ты как бы переводила его, ты как бы знаешь, да, там, вот как бы можно вот его пригласить к нам? Он же там, ну там его слушало 2000 человек, представляете, там вот ну, в Зуме. Я присутствовал, было 500 человек, для меня тоже это было огромное как бы количество. Я подумал, ну что он как, вот у нас тут будет, ну, там, ну 100 человек, может, ну не знаю, ну как-то... Я как-то подумал, ну, и Даша говорит, да не, он простой. И я думаю, ну ладно, ну, попробую написать. И он согласился, да, там. И Хельмут тоже немножко с ним там, он как бы на короткой ноге с ним. Ну, он из Германии, они, наверное, очень дружат, вот, поэтому он тоже, наверное, помог. Вот. Хотя я вот смотрю, он говорит, ну, давайте еще встретимся. Очень просто. Мне это очень качество нравится. Вот это какое-то смиренное служение. И, ну, не знаю, меня это вот это поразило. Он говорит, когда мы, помните, говорили про пунктуальность, да, что это ценное вот качество Бахаи. Но он сказал, что намного важнее для нас, да, это если кто-то не пунктуален, то вот как мы должны к этому относиться? То есть ни в коем случае не укорять этих людей. И это даже, он сказал, даже важнее, чем самому быть пунктуальным. И я так это, и действительно, это так здорово, что действительно там ты терпелив, это хорошо. Но намного важнее, это насколько ты терпелив к тем, кто не терпелив. Ты духовен, ну да, это хорошо. Но намного важнее, это насколько ты терпелив к тем, кто бездуховен. Удивительное вообще озарение, мне так это понравилось. И действительно, мы так и должны относиться друг к другу и как бы не брать вот этот меч справедливости, который мы думаем, вот если мы справедливо поступаем, то нам как бы все положено. Да. Прощение, Не прощение, укорять друг прощение. друга. Да. Ни за что. Да. Не Я у учить него друг друга. хотел у него вот задать этот вопрос, но, может быть, как-нибудь в другой раз. По поводу, помните, у Абдул-Баха, вот он, что это был план вообще Бога лишить Абдул-Баха физического здоровья, чтобы таким вот образом показать величие и мощь своего откровения. И мне вот тоже такой вот вопрос. А второй вопрос, вот, ну, я как бы не нахожу на него вообще ответа. Я пока не спрашивал так вот у людей, но помните, когда мы отмечали Вознесение Бахаулы, то где-то вот в Писаниях было сказано, что Бахаула за 9 месяцев до своей кончины говорил, что желает уже покинуть этот мир. И вот для меня это было, ну почему? То есть он, о чем это вообще? Что он этим хотел сказать? Как бы что это, почему такая фраза вообще вот была у Бахаулы? Он желает покинуть этот мир. Вообще непонятно. Вот. До сих пор. Да, пожалуйста. Антон, Да, извини. Ага. Извините, Аллах-Абха, это Светлана. Я вот эту фразу тоже за 9 месяцев, я когда слушала, для меня было понятно, это, знаете, что как-то я давно, еще много лет назад даже не была бахаи, думала об этом, что как ребенок формируется 9 месяцев, да, в утробе матери, чтобы родиться сюда, так за 9 месяцев мне сказали кто-то, я не знаю, кто сказали, как тумблер включается за 9 месяцев, человек готовится к смерти. То есть подготовка идет, он уже знает. Вот, вот это вот для меня было подтверждение, в этой истории я увидела как бы свое подтверждение на вопрос, который уже лет, наверное, 10, может быть, назад я об этом думала, потому что я пожилыми же занимаюсь, да, уходом, и смотрю, как включается, и Бахаула прям ответ дал, вот когда мы на это читали. Спасибо большое. Да, спасибо. Интересно, да. Да, это 9 месяцев. верно, да.
Да. Но я хочу тебе сказать, что вот ты, почему, да, он был такой больной, как я думаю, что Бахаулла, он дал ему лекарство, ведь он говорит. И я думаю, может быть, это было испытание для Абдул-Баха. И Абдул-Баха сказал Шоги Эфенди, что я его никогда не приму. То есть, понимаешь, как и явителям тоже дается вот испытание, ему говорят, вот, пожалуйста, можете уехать, допустим, в Россию, политическое убежище. А Бахаулла говорит, нет, я пройду ту дорогу, которую мне Бог предназначил. Я пройду, то есть это не то, что у него нет вот выхода, вот хочет, не хочет, вот это вот свобода выбора, а он сам выбирает волю Бога. И Абдул-Баха тоже выбрал и для того, чтобы, он же объяснил, для нас, чтобы мы видели, чтобы мы потом не говорили, Абдул-Баха, вот у него, да, молитву прочитал, стал здоровым и служит. Нет. Это вот опять-таки быть примером для нас. Он же должен был быть истинным примером для нас. И вот это вот ему Абдул-Бахаулла тоже дал такую возможность. Но он же ей не воспользовался. Он действительно пример, истинный пример для нас. Ну да, получается, есть мудрость в том, что Бахаулла дал лекарство, и есть мудрость в том, что Абдул-Баха ею не воспользовался, да? Да, это была свобода воли. Угу. Очень интересно вообще. Ну. Угу. Бог никому да, не дает, как говорят, больше, чем он может. У меня, знаете, я когда вот Шахнама слушаю, у меня такие аж мурашки, вот как от музыки такой хорошей, да, аж мурашки такие, гусиная кожа. У меня Так от него, слезы меня так... стоят. Да. Под конец просто слезы стояли на Да, глазах. говорите. Хочется бежать и что-то делать. Ты знаешь, Кто-то прорывался. Ага. Да, я полностью согласна, что это была свобода выбора самого Абдул-Баха. Ага. Вот. А насчет справедливости хочу вот зачитать вам, что это, у нас нет того понимания справедливости, меча справедливости. В вере Бахаи справедливость совершенно по-другому понимается. Я зачитаю прямо четко. Если ты справедлив, то будешь поступать по отношению к другим так, как ты желал бы, чтобы они поступали по отношению к тебе. И любому из нас, опоздавшему, не хочется слышать никаких укоров. Да. Мы иногда шутили, когда там у нас, мы проходим 9-ю книгу вот в Беларуси, и если кто-то там опаздывает, ну все, вы опоздали на 9 минут, ну значит в фонд нужно внести 9 рублей. Как наказание. А люди, я согласна. Ну, это шутка была. Хорошо, друзья, 36 минут уже, извините, немножко на 1 минуту.